Ну так, перво-наперво, как обычно, начинаются разъяснения по поводу названия стрима. Название стрима звучит как «Без надежды надеюсь». «Без надежды надеюсь». Не абстрактное название, отсылает нас к конкретным новостным поводам в нашей повестке денной. Ну, понятно, «Без надежды надеюсь» — це «без надії сподіваюсь», да, контраспем сперу, кто помнит. Из школьной программы Лесю Украинку. Ну, кто-то цитировал, да. Но это не абстрактное название, которое просто должно дать нам тон депрессивности. Нет, это связано с конкретными новостями. А если быть точным, то с несколькими. С несколькими. Это материал «Украинской правды», который, вы знаете, звучит немного, звучит ни много ни мало, как в офісі президента готуються до нової трампівської реальності. Да, как в офисе президента готовятся к приходу Трампа. И к посту Марьяны Безуглой. Давайте я его вам просто прочту, чтобы не быть голословным. Мне-то, честно говоря, конкретно по самому посту добавить особо нечего. Но ведь и не это же главное, правда? Вопрос тона. Менше пишу, каже Мар'яна Безугла. Таке несеться, двіж несеться за глаза, вона шарить ні много ні мало. Таке несеться, що вже майже немає надії, каже вона, тон, да, какой? Чесно кажучи, що вже немає надії, чесно кажучи. Ось кілька свіжих прикладів. 100 тисяч неякісних мін, які Міноборони прийняло і поставило на фронт. Але Умєров досі на посаді, піариться презентаціями і рукостисканнями. Протистояння Єрмака, Сирського і Федорова, коли більш досвідчене в інтригах старше покоління об'єдналося, аби знищити конкурентну молодь. Поняли? Конкурентна молодь – це Єрмак і Федор, чи хто? Хто здесь конкурентно? Просування росіян до Покровська та до Дніпропетровської області. До області залишились лічені кілометри, але суспільство вже настільки вигоріло, що цього в мережі практично немає. Місто туди, місто сюди. При цьому в Дніпропетровській області, ну поки що жуть там города ще не беруться так, що прям кожен день по городу, да. Зрадойобіт вона не по-детськи. Як такий тон можна зрадобєсно ще й державному діячу підтримувати? Це ж просто дезмораль в суспільство транслюється. Це, державна зрада, на мій погляд. Будують кругову оборону Павлограда, але десятки кілометрів навколо не захищені, поняли? Купа заяв та ініціатив щодо диджиталізації процесів, але виконання на рівні саботажу. Це свідома протидія Сирського та його піраміди, в кавичках, який обрав тактику «говорю, що хочу почути, роблю, як вважаю за потрібне». В рамках цієї тактики ряд пафосных зустрічей с волонтерами, журналистами и блогерами. Но вот эта встреча с блогерами, честно говоря, я так и не понял, с какими он блогерами встретился. Потому что только видел недовольных блогеров, которых не позвали. Який обрав тактику, говорю, що хочу, да-да-да. У рамках цієї тактики ряд пафосних зустрічей з волонтерами, журналістами і блогерами. Класична техніка – замазати їх у свій бруд. Генерали в круговій поруці розуміють прекрасно. Это тоже интересное всегда дополнение. Не привлекаешь к процессам, игнорируется гражданское общество. Привлекаешь к процессам, это старая тактика замазать их у свій бруд. Що можна противопоставить проти такої критики, інтересно? І це все під час війни, ви вдумайтесь. Продовження знищення проактивних лідерів у війську. Балаканина про неймовірну операцію на Курщині, яка раніше врятувала Суми, а тепер, виявляється, і Запоріжжя. Тобто, получается, операція на Курщині – це хуйня, просто авантюра Сирського, ви вірите? Свідоме переведення фахівців у піхоту, зокрема медиків. І хоч би хни. Клоун Залужний. Треба ж було такого виростити. То Разумков, то цей президент. Клоун Залужний. Треба ж було такого виростити. То Разумков, то цей. Президент уже профі в надуванні собі конкурентів бульбашок. Мені кажется, це нормальні демократичні процеси, то, що вона називає. Вот это тоже интересная их логика, да, все-таки она относится к костяку «Слуги народа», она здесь пишет: клоун Залужний, треба ж було такого виростити. То Разумков, то цей. Президент уже профі в надуванні собі конкурентів бульбашок. То есть, все-таки правильный подход к политике, это как действует Андрей Борисович Ермак, да, только без инициативные, безамбициозные люди серые, типа вот того пиздила на министра иностранных дел. Только вот такие персонажи. Зато нулевая вероятность надування і конкурентів бульбашок. Правда, сосем, но то мелочи. Зато конкурентів бульбашок нет. Потрясно. Брехня і корупція на всіх рівнях. Культура брехні як національна системна риса. І, звісно, гарні фото. Пане президенте, все ок? Ризик колапсу державності зростає. Сорі. Але
Блять, ну это такой уровень драматизму от этой ЗМІ. Прошу всіх триматися в межах здорового глузду. Країна для дітей, а не для політиків чи генералів. Наші предки в Криївках і люди на фронті десятилітньої війни не мають загинути дарма. Ну тут опять лудоманська, лудіковський підход, типа заложників уже вложених ресурсів. Це боротьба за історію, не здаємося ще. Особенно, конечно, умиляє строка «Наши предки в Криивках». Мужики, у вас были предки в Криивках? У меня, например, нет, потому что все-таки опыт предков в Криивках это, ну, даже там вот в каком-то статистическом, историческом исчислении совершенно малый процент населения нашей страны. Лучше уж как Максим Бомжатский апеллировать к дедам, которые воевали, за ценой не постояли. И вот так. Касательно еще и, может, у нее конкретно предки были в Криивках, но насколько я знаю, ну, ее предки, каких можно отследить, это обычная киевская интеллигенция примазанная. Папик успешный бизнесмен, мамик выкладала в Богомольцах, где, собственно, она и отучилась, да, конфликт интересов нулевый. Ну, в общем и целом, вы сами понимаете, все, пацаны в Криивках. Ну, в общем, вот так. І не брешіть, не мовчіть, не давайте хабарів, не беріть хабарі, не дають, слушай, люблю. Точка. В общем, вот такой неадекватного драматизма пост и трагизма какого-то нездорового просто. Драма Квин, как говорится, да, у молодежи. Я просто к чему, что любой другой народный депутат за такую же абсолютно риторику, ну, только, ну, другие выводы из нее делаются. Все плохо, но только еще и что-то предлагается. Вот это, типа, ее пост, это в рамках политической борьбы. Ну а что, она парламентарий, она критикует власть. Другие люди за это сразу уезжают в тюрьму. Так що делайте виводи. Коротше, ну, в общем, это касательно надії, якої нема. Переходимо до надії, яка є, друзі. Переходимо до надії, яка є. А надія є, да, это ж песня тоже такая есть. «Нюхачи договорняка 2» называется блок у меня этот в блокноте. «Нюхачи договорняка 2», «Нюхачи договорняка 1» уже были. «Нюхачи», потому что є такой украинский сериал с таким названием «Нюхач». Нюхач, ну это полный кринж, если подумать. Так, ну, статьи, связанные с договорняком. Договорняк, договорняковская линия. Договорняк, договорняк. Который все ждут, очевидно. Договорняк. Ну, начнем сдалека. Пост, да, не пост, статья Вашингтон-Пост. Материал Вашингтон-Пост. Тра-та-та тополя. Ну, вы видели этот материал в заголовках того, что Киев готовится к тому, что его усадят за стол переговоров. Что там такое? Ну, вообще там не об этом. В большей части, я когда читал эту статью, меня заинтересовало другое. Ну, понятно, опять-таки здесь вопрос ангажированности американских медиа, политической, да, в плане внутриполитической повестки Америки. Ну, понятно, в сторону Демпартии. Демпартии и Вашингтон-Пост верен себе этой риторике. Тут они пытаются, ну, реально оправдать, и это довольно смешно выглядит, пытаются оправдать, просто логику найти в перемене отношения уже уходящей администрации Байдена к Украине и ее поддержке. Вопрос передачи каких-то там мин мощных противопехотных и, ну, естественно, разрешения на дальнобойные удары. Ну и да, в общем, в статье они рассуждают не то, что это он перемену такую совершил, да? Ну и как это оправдать, приходят они к выводу такому, что мне просто, я это выписал по большей части, потому что мне очень понравился язык, на котором это сказано. Но, правда, это так в переводе прочиталось, но, наверное, это оригинал дает тот же контекст. И, в общем, почему? Почему Байден переменил свой подход? Ну, то есть тут дается еще контекст, кто такой Байден. Байден — это такой старик, значит, который относится к поколению американских политиков холодной войны. И мира не видят через эту призму. Я уж не знаю, как там, блядь, подходы поменялись, но там это противопоставляется молодым советникам, которых он не слушал. Мне кажется, что в целом-то логика со времен Холодной войны, я бы не сказал, что особо как-то там изменилась, да? Ну, в плане, ну, если брать контекст и Холодную войну как восприятие, типа, избежать ядерной войны, да? Уничтожения цивилизации. Минимизировать такую вероятность. Ну, в общем, мы-то понимаем, так, ну, догадываемся немного, что за этим стоит, но как это видит Вашингтон-Пост, пытаясь это описать, они говорят так, да, задается вопросом таким, да, и описывают это так, что, значит, политика Байдена в отношении поддержки Украины связана с попыткой дать Украине, и вот эта цитата меня особенно, как бы,
заинтересовало дать Украине максимально сильную руку. То есть, поняли, на языке покера говорят, ну я так вижу, да. Максимально сильную руку на переговорах. Да, ну, в общем, да, и они там задаются вопросами, а чё не раньше, чё не раньше? Ну, и не раньше, потому что Байден, старый дед, там, живет своей холодной войной, а молодых и прогрессивных своих ребят-советников он не слушал, которые говорили ему о том, что стоило дать раньше. Ну, конечно, на самом деле стоило, то есть, ну, если давать, если такая вероятность вообще рассматривалась, то стоило делать это однозначно раньше, была бы выше эффективность этого. Ну, и опять-таки вопрос задержки, да, одни предлагают, Байден отказывается. Вопрос стоит тягомотины сильно завысил цену этого решения. Я об этом много раз говорил, что это то, что сделало возможным вот эти орешники, всю такую движуху, да. Но мы понимаем, наверное, эту логику можно отследить, что во многом мне кажется, что эти решения, ну, в том числе продиктованы каким-то желанием все-таки усложнить, немного усложнить, наверное, Трампу процесс вот этот договорниковский, да. Звучит, конечно, это как-то, ну, на грани уже с конспирологией какой-то, но в любом случае Трамп многое для этого сделал, да, он всем ходил, рассказывал, что он закончит войну за 24 часа, ну, не могло так не получиться, чтобы не попытались ему, ну, как бы сделать это решение, ну, куда, как бы менее чуть достижимым, правда? То я это вижу скорее так, а не то, что Байден сидел, потом закончился его срок, они проиграли выборы, и он такой, ну, хорошо, попытаемся Украине обеспечить сильную руку. Опять-таки, вряд ли это Украине обеспечит сильную руку на переговорах, если честно говоря. Сильная рука — это все-таки что-то должен Запад как-то начать угрожать России, вот эта сильная рука. Или что-то предложить, вряд ли какие-то у нас могут появиться сильные руки, да. Full house. Ну, в общем, это касательно нюхачей договорняка и статьи Вашингтон-Пост, да. Тоже не могу не отметить, эту новость бегло выписал просто, что, ну вот Трамп, да, многие говорили, где Трамп, где окончание войны за 24 часа. Вы все неправильно поняли. Там как раз тоже все применимо про храмы, которым несколько тысяч лет стоят с золотыми куполами. Тем не меньше, Израиль и Ливан достигли мирного соглашения. Вот это имелось в виду, закончить войну, да. Вот это имелось в виду. Ну вот, он делает и выполняет, просто нужно всегда правильно понимать. Ну, в общем, Хезболла, прекращение огня, вот оно откуда происходит. Хорошо, это просто на тему закончить войну за 24 часа еще до вступления в должность. Может, перепутали немного тоже, это же американцы, как понятно, что не самые умные люди. Ну, вот такой, в общем, Байден эпохи Cold War. Идем дальше. Нашумевшая, просто прогремевшая как гром статья «Украинской правды», которая, ну, понятно, как у вице-президента готовится к новой трамповской реальности. О этой статье несколько раз спрашивали в чате. Положники. Первое, что важно отметить, и что многое доказывает, не то, что и поражает нас наповал, но тем не менее, первое, что стоит отметить, и с чего, в принципе, статья начинается, это с того, что там, ну, были немного тревожные настроения в офисе президента, да, касательно выборов в США, тревожные ожидания. Но был один человек, который всех успокаивал и был уверен в будущем. Зовут его Андрей Борисович Ермак, и он говорил, что, ну, там, грубо говоря, в общем и целом, он говорил, не ссыте, пацаны, победит Камала Харрис, и все будет нормально. Не могу этого не выделить. Вы должны понимать, что украинская держава во время войны так централизовалась, и об этом много написано. В общем, это довольно такие, скажем, верифицируемая информация, несмотря на неформальность таких процессов, что фигура Андрея Борисовича Ермака в украинской державе уж точно самая влиятельная в плане влияния на внешнюю политику. На этом человеке сомкнута вся дипломатия Украины, весь ее внешний курс, и это однозначно. Настолько, что он поставил однозначно уже своего человека министром иностранных дел Пиздила, да, вот этого. Я забываю, как его зовут, но запомнился он нам Пиздилом теперь. Вот, да, и... Что мы видим, да? Мы видим, блядь, пиздец, какую-то абсолютно неадекватную оценку. Давайте просто подумаем, с чего Андрей Борисович Ермак решил, что победит Камала Харрис. Я понимаю, конечно, что я об этом говорил, что, наверное, он, ну, переговорщик сильный. Наверное, он, как, ну, переговорщик-торгаш профессиональный, безусловно.
Наверное, он как продюсер хороший, да, опять-таки, месть боксера снять какую-то, которую никто никогда не видел, отмыть деньги. Я верю, что они это шарят, опять-таки, Криворожская школа экономики — это не хуй в стакане. Но все-таки, видимо, каких-то, скажем так, качеств, которые нужны для политической аналитики и опыта какого-то, видимо, не хватает, потому что как можно было прийти к такому выводу однозначному, что победит Камала Харрис, при том, что, ну, мы же с вами вместе наблюдали, как проходила электоральная эта кампания, этот электоральный цикл в США. У демократов была супер уязвимая позиция, плохая, откровенно, каденция, непонятные перспективы, то есть нечего им пообещать своему электорату. Более того, уже какие-то политтехнологические прососы, в смысле смена кандидата на лету и так далее. Ну, то есть ничего, если рассуждать сухим анализом, ничего к этому не располагало абсолютно, к этой победе. Да, и просто таким образом, наверное, исходя из того, что тут просто два вывода напрашивается, исходя из этой информации, что поскольку на Андрее Борисовиче Ермаке смыкается вся дипломатия, вся внешняя политика Украины, напрашиваются сами собой два вывода. Первый — это то, что это очень грустно, что она о нем смыкается, потому что он ее не понимает, очевидно, неадекватно воспринимает, исходя из этих слов, да, из этой информации. Эта информация, кстати, не первый раз уже появляется где-то в, скажем так, материалах медиа. То есть, скажем так, несколько источников уже об этом говорят, что, как бы, наверное, делает ее более весомой. Да, первое то, что, наверное, не очень адекватное восприятие международной политики и вообще политики Андреем Борисовичем Ермаком, несмотря на все другие отличные его скиллы. Но все-таки, как оказалось, этого мало для управления державой. Кто бы мог подумать, наверное, не зря стараются как бы державу сделать более сложной в управлении. Там и существует должность министра иностранных дел, например, да. Ну, как бы, наверное, не дураки придумали, да. Такую сложность, казалось бы, ну, можно просто пускай там зам заправляет этим, да, как у нас. Нет, все оказывается немного сложнее. Это первое. А второе, да, что из этой информации как бы вытекает, это то, что, видимо, реально в офисе президента, ну, исходя из этого, исходя из того, что я уже озвучил, видимо, реально в офисе президента делали ставку на победу Камалы Харрис. Ну, это, конечно, для нашей державы минус, да, очевидно, это заставляет их пересматривать теперь подход к тому будущему, которое они планировали. Это как бы дает нам больше понимания о тех, скажем так, действиях, тех событиях, да, которые Украина, те действия, которые Украина проводила во время выборов в США с поездкой на тот завод, да, и так далее. Ну, а теперь это становится более логично понятно, если они делали ставку на победу Камалы Гаррис. Ну, в общем, вот такие грустные выводы. Это, мне кажется, самая ценная информация, честно говоря, из этого материала «Украинской правды» про то, как все президента готовятся к трамповской реальности. Это то, что там они, блядь, оказывается, не очень-то, чтобы уж и умные люди оказались, ну что и закономерно, и логично, и опять-таки свойственно странам, где власть так централизовалась, да. Ну, в общем, да. Далее, ну, тут, правда, про договорняк мало. Ближе к договорняку, да. А ближе к договорняку реальный план, оказывается, заключается в том, чтобы ждать. В том, чтобы ждать, ну, а для вас терпеть. Терпеть, и мне вот понравилась цитата, что собеседник из офиса президента, эту цитату много где, я думаю, вы видели, собеседник из офиса президента сказал «Украинской правде», что ничего мы сами сделать не можем, да, то есть надежда на то, что американское государство, это трезвый взгляд, что американское государство повлияет как-то на Москву, да, ничего сделать мы не можем сами, да, поэтому нам нужно ждать, и если точно, то это звучит так, что поэтому сидим ровно, держим Курск и ждем инаугурации Трампа. Ну и там типа что-то может само разрулиться. Но тут нужно, конечно, сказать, что Курск-то мы не удерживаем сам город, да, это такая неточность небольшая, может, они все президента дезинформированы, мы удерживаем там какие-то ПГТ, населенные пункты плюс-минус, и это, конечно, этого мало для уверенного торга. Ну и расстраивает, конечно, такое видение будущего, что типа сидеть, ждать, посмотрим, чего мы дождемся. І чого нам предложить Трамп? Хоча в этом же материале написано, что люди дотичні до цих процессов говорят, что Дональд Трамп сейчас не особо занят Украиной, а в своей резиденции Мар-а-Лаго с Илоном Маском рассуждают на тему там, ну, формирования там своего кадрового вот этого аппарата, да, кого куда поставить, потом Ближний Восток, потом Китай, потом экономика, и где-то там мигранты, а потом где-то в самом конце Украина. Ну, в общем, вот так.
В общем, вот так. Ну, здесь тоже возлагаем надежды на американские какие-то силы, да, которые находятся в оппозиции, что они вспомнят ему слова про то, что войну надо закончить там и так далее, и будут его ими пилить, пилить, пилить. И таким образом мы увидим перемены какие-то. Ну и тоже, если говорить, как говорит Олег Кашин, да, стереоскопическая картина, для того, чтобы уравновесить взгляд ожидаемых там договорников и так далее, которые нужно сидеть и ждать, Ермак сегодня сказал какому-то подпольно-подземно неизвестному европейскому медиа, похожее оформление на Шпигель, но это не Шпигель, какая-то супер малоизвестная вещь, сказал, что, ну, для начала переговоров, во-первых, к ним ничего не располагает, никто их не хочет, неудивительно. Во-вторых, он говорит, что, ну, и даже так, для начала переговоров, конечно, хотелось бы, чтобы ситуация хотя бы вернулась на положняк 23 февраля 2022 года. Ну, я думаю, это понятно, что адекватного в этих словах мало. Я, честно сказать, не удивлюсь, если он так действительно думает. Мы уже оценили, скажем так, его чуйку в плане международных отношений и внешней политики, ну и вообще политики, да. Возможно, он так и действительно думает. Но мне кажется, что это, наверное, комментарий скорее, ну, еще учитывая подземность и подпольность этого медиа, наверное, это комментарий срочно данный для того, чтобы как-то убалансировать вот эту статью «Украинской правды» про то, что в офисе президента сидят и ждут договорняка. Ну, в общем, вот такой нюхач договорняка, друзья. Ну да, последний пунктик, вы знаете, в этом нюхаче договорняка, это то, что помимо того интервью, которое вы сегодня мне уже рекомендовали, бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с его собакой. Ну, собаки нет на интервью, но тем не менее. Да, Кулеба курильщик. А помимо того интервью, которое он снял видео, которое я не смотрел, вышло другое интервью. Я тоже видел его цитаты, но я не ожидал, что оно в таких говёных красках, откровенно коричневых. Это то, что вышло интервью бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Политико. И оно, вот прям оно так и начинается, что депрессивное интервью бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Оно в охуенно коричневых красках. Дмитрий Кулеба там, ну тут тоже нужно понимать, что Политико, несмотря на то, что, наверное, одно из самых авторитетных в мире, скажем так, медиа о политике, да, при этом, наверное, самое ангажированное в плане вопроса вот подыгрывания Демпартии США, в том плане, что, ну, там я читал самые яркие перлы про Трампоидон и другие, и другие. И другие такие вещи. Мне кажется, что в этом ключе и вышло на самом деле интервью Дмитрия Кулебы, потому что там он говорит, что Трамп нихуя не договорится. Скажем так, интересы неразрешаемы, перспективы печальны. Прочел только начало, честно скажу, понял, что тон люто коричневый. Люто коричневый, скажем так, разрушающий надежды на договорняк, поэтому решил не читать. Просто довольно удивительно, что Дмитрий Кулеба согласился на выпуск такого интервью в таких тонах, потому что такие тона трагичные ему вообще не свойственны. Он всегда говорит, что ну ничего, не катастрофа, прорвемся. Там он говорит, что если Трамп зарежет нам, ну это я уже видел цитату, до этого момента я не дочитал, если Трамп зарежет нам финансирование, то Украина проебет там весь юг и Днепр, и все на свете, короче, будет полная жопа, полная жопа. И начинается все с того, что он говорит, что Трамп не сможет договориться, несмотря на свои надежды. Но тут тоже, если говорить о нем как о, скажем так, как я считаю, талантливом дипломате, то я с ним в этом плане согласен, наверное. Я об этом много говорил, что в Москве чувствуют хорошо, да, что Трамп завысил сильно ожидания, и он заинтересован будет, получается, потом в этом договорнике будут качать права однозначно. Он себя в этом плане в невыгодное, наверное, положение поставил. Ну, в общем, вот так. Просто тогда, когда Дмитрий Кулеба был министром иностранных дел, я понимал взвешенность его комментариев, потому что он министр иностранных дел, да, и когда он говорит, что не надо делать трагедии, то он правильно говорит, потому что все-таки его слова имеют влияние, скажем так, это не просто эксперт какой-то. Ну, в общем, вот такие справы. Все, нюхач договорняка закончился. Нюхач договорняка 2. Ну, тоже вышел материал, я думаю, многие обратили внимание на Следство Инфо, который заключается в том, что звонят адвокату и говорят, что я, блядь, в военкомате, помогите мне. Я не смотрел, если что, рассказываю вам пересказ. Естественно, я не смотрел, но догадываюсь.
Ну, звонят адвокату и говорят, тра-ля тополя, помоги, я там, блядь, на этой самой, ну, в военкомате, и тот там какие-то советы раздает, может, не самые правовые. Многие пишут о том, что тыск на адвокатов. И я тоже так хотел сказать. Наверное, оно так и есть на самом деле. Но хотел бы, конечно, чтобы адвокатская деятельность в Украине всегда обходилась стороной. Просто нужно понимать, действительно, наверное, скажем так, не совсем законные советы адвоката. Это сомнительно, да. Но мне кажется, незаконность советов адвоката, она ровно пропорциональна низкой законности украинской державы. И работа адвоката в Украине всегда такой была. Критиковать их за это странно, да, это, мне кажется, все-таки ненормально. Ну, а то, что в любой стране и основа любого общества правового обязательно это, скажем так, отсутствие давления на адвокатов за их деятельность, мне кажется, это, ну, не стоит, наверное, объяснять, что это обязательное условие, ну, хоть какой-то надежды на справедливость, да, потому что на ум, конечно, приходит российское государство, да, но только, конечно, в последнее время так низко скатилось, что стало охотиться уже и на адвокатов, да, вы, наверное, знаете, что у всех грустно сложилась судьба у адвокатов, которые защищали Навального и так далее. Понятно, что это, ну, лишает там людей, ну, зазихая, скажем так, это наступает на многие статьи Конституции, там, на то, что каждый человек имеет право на защиту в суде, на честный суд и так далее. Это ни с чем из этого не ассоциируется. И грустно, что Украина и Следство инфо, видимо, в погоне за материалом скатывается уже до чего-то такого. Тут можно раздавать и этические оценки, что Следство инфо — это разные там говножуи, сидящие в Киеве, получающие бабки нормальные. И, естественно, все, ну, примазаны, и мужья женщин, которые там работают, и мужчины, которые там работают, нигде не служат, все у них там защищено, все у них порядок, все брони и так далее. Ну, люди там, которые этот вопрос исследуют, уже это нарыли и нашли, естественно. Но я тоже, я скорее не то, что призываю их пойти и умереть, не надо идти умирать, я их скорее призываю, блядь, совесть иметь какую-то. Еще и просто на что они напали, не на коррумпированных военкомов, да, которые берут взятки, не на еще что-то такое, на адвокатов, которые пытаются спасти этих знедоленных людей. Ну, в общем, вот так, да. При том, что, ну, тут еще нужно разбираться, опять-таки, кожен громадянин Украины, он имеет право на адвоката, на защиту и так далее. В общем, болезненный вопрос. Болезненный вопрос. Обращаю на это ваше внимание, может, у вас будет время, вы почитайте и тоже придете в роспач пораскрывать эту тему как-то, а что-то нет никакого желания. Да, Израиль и Ливан был такой. Премьер польский Туск, друзья, сказал, что Украина не будет мешать, да, не будет создавать помех полякам в поисках и эксгумации жертв волынского недоразумения. Я очень удивился, что почему-то многие искажают этот твит польского премьера Дональда Туска. Потому что польский премьер Дональд Туск четко в своем твиттере пишет, что они будут искать и проводить эксгумацию, и Украина им не будет в этом мешать, жертв волынской резни. Так прямо и написано. Да. Но почему-то в украинских медиа его слова искажаются и говорят, что он будет, значит, заниматься поиском и эксгумацией жертв волынской трагедии. Ну да, в общем, жертв волынского недоразумения. Министры уже начинают работать, он говорит, над конкретикой и надеется на успех в этот раз. Я уже говорю, как Олег Соскин. Ну, пожелаем им удачи в этом успехе. Уверен, что украинская держава проявит себя, конечно, и не даст им так свободно себя чувствовать и проводить то, что они собрались. В общем, есть такой народный депутат, имя его забыл, помню фамилию, Мерешко. Он глава комитета внешнеполитического. Мерешко. Я его уважаю и цитировал где-то, и читал какие-то его работы. Интересный он персонаж. Один из примеров в парламенте людей не тупых, да, то есть не то, что там просто купил место в списке, или какой-то бандос, или там успешный предприниматель, так сказать, или чей-то кум. Но нет, это просто человек реально, который, скажем так, этими процессами давно занимается, и не зря его поставили на такую ответственную должность, и наверное, именно все эти его скиллы не дают ему никаких шансов стать в Украине министром иностранных дел. Но тем не менее, Мерешко, высунув, это касательно вообще критики Трампа, да, там со стороны Кулебы или каких-то еще других людей, Мерешко, высунув Трампа на премию мира Нобелевскую, вы представляете? Еще договорняк не случился с Украиной, а уже Трампа высувают украинские депутаты на Нобелевскую премию мира. Это прикольно.
Это прикольно. Интересно, что он говорит про вот эту договоренность Авраама, да, как основной повод. Да. Ну, в общем, вот так. И говорит также, что, безусловно, надеемся на будущий договорняк, но уже заранее выдвигаем на Нобелевскую премию мира. Он говорит, что он выдвигает кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира не как народный депутат, скорее, Украины, а как профессор, которые тоже имеют право писать письма, так сказать. Ну, в общем, вот так. Ну, вы знаете, еще одна новость, я, к сожалению, никак к ней не подготовился, и к тому же я не люблю распространять Мосфильм и московское ИПСО, но недавно видел такую ужасную московскую ИПСОху, я аж ахнул. Ну и представьте, это ж просто невообразимо. Короче, что они придумали, да, на Мосфильме? Значит, они взяли, типа, декорации где-то у себя нашли, как бы, типа, это Западная Украина, Волынская область. И представьте, нашли форму украинскую, да, ну, я же знаю, что такой реально нет формы. И что сделали? Значит, стоит, как это, отделение автоматчиков. Спереди как бы их командир с пистолетом, да, с ТТшником почти что. Пистолет он вытянул зачем-то. И общается с сельбанами местными. Типа это на Западной Украине, вы поняли, как они придумали? Так точно, кстати, язык передали. С сельбанами, женщинами, причем там только женские голоса слышны, женщинами, доставший пистолет вот так вот, типа с рамой такой включенной. И что самое меня убило, что сразу выдало Мосфильм, это то, что он стоит в Буденовке, блядь. Ну, в украинской армии нет такой Буденовки, что он там, блядь, с этой Ну, в общем, тут, наверное, Мосфильму минус. Ну, в общем, стоит с Буденовкой. Ну и реально, что заставит военного, здорового, взрослого мужика, видно, с кабиной, вот этой, блядь, рамой, в Буденовку одеть, да? На Західній Украине вот это все, когда сейчас вся страна на фронте, конечно, каждый здоровый мужчина на фронте, что они там на Западной забыли все с автоматами один в одного кабаны. Ну, то есть такого в Украине быть не могло. И более того, что могло заставить его в разговоре с женщинами достать пистолет и держать его в руках для того, чтобы добавить весу своим аргументам. Ну, это, по-моему, очевидно, что московська ІПСО, ну, это в рамках обзора московської пропаганди, яку вони намагаються транслювати в український інформаційний простір. Так що люди... Вот, не обращайтесь к адвокатам. Во-первых, адвокаты это зло, да и вообще нахуй нужны адвокаты, если украинский суд, он именем Украины и самый честный в мире. А также поменьше потребляйте и не поддавайтесь на вот такие московские провокации. Боже, еще столько всего смотреть. Все, новости закончились. Много сегодня заказали смотреть, к сожалению. Так, друзі, читаю ваш чат і ваші коментарі. Який положняк по Стефанову? Да я уже говорил. И понял, я послушал, как я говорил на записи. Я, наверное, больше никогда реально говорить не буду, комментировать, потому что это полная хуйня. То есть я слушаю, но я не это хотел сказать. Просто еще раз понимаю, насколько все-таки вот эта вся тема с культурой отмены, с МИТУ, насколько она западная реально, и насколько она нам чужда в том смысле, что насколько наша жизнь более хуевая, более турбулентная, более насыщена реальными проблемами, реальным прагматизмом каким-то, что нам очень далеко до такой хуйни, честно сказать, от нечего делать. Вот и все, что могу сказать о своих оценках. Да. У нас нет той эмпатии. Я думаю, дело не в этом. Нет, ну, наверное, нет, ну, просто, блядь, каждый как подходит. Вот ты когда через 100 лет пишешь о том, что когда-то было с тобой насилие? Ты чего хочешь, блядь, добиться? Если есть какие-то у тебя претензии, во-первых, надо было их сразу высказывать. Во-вторых, ну, то есть конкретно, что случилось? Если что-то случилось, что нарушает закон, иди жалуйся. Тут мы на второе место ставим там тонкости юрисдикций, да, правовых систем. Ну, просто как сама суть. А все-таки понятно, что в западном мире вся эта культура скорее носит, ну, такой, знаете, скандалы, интриги, расследования, таблоидный характер, как ни крути. Не, я, конечно, понимаю, когда они высказываются, ну, на Западе, да, против какого-то абсолютного, очень влиятельного человека, типа там, того же Харви, да, вот этого. Вайнштейна, ну, вы поняли, да, очередного такого деятеля. То есть там я понимаю эту волну, потому что до этого они боялись, а теперь не боятся. Ну, так там оно и куда-то идет дальше в суды и так далее. Это явно не тот случай. Однажды новости начнутся сразу с начала стрима без раскачки. Ну, я думал когда-то так попробовать. Ну, не вижу зачем. Пізно срались попа горішок, доні вже летить на Варшаву. В соцсети X вестерны просят мистера Путина не бомбить их. Но пока есть мы, им нечего бояться.
А кто холоднее, сами знаете. Да, я, например, сейчас, блядь, жестко остыл, честно говоря, от этой температуры. Орешник оказался без боевой части. Кругом обман, предательство и ложь. Ну, вроде же это как-то сразу было понятно, что там кинетически оно ебашилово. Это лупашево кинетически. Кабмин заберет деньги с программы поддержки бизнеса и разминирования. Направишь дополнительные 3,8 миллиарда на нацкэшбэк и 1000 от Зеленского на РДЭП Железняк. Красавчики. Я в 2020 бросил курить. Самое, блядь, лучшее решение в моей жизни. Сейчас бы палец сосал, ибо уже тогда тратил до 2 косарей в месяц. Ой-ой-ой, дружок, это пиздец. Я почти бросил курить, но провалилась попытка, как это обычно бывает. Так это сразу бросилось, наверное, в глаза, что после орешков не было кучи фото и сообщений о жертвах. Не, ну если это удар по промзоне, то, может, жертв бы ночью, да, не было бы. Но видно просто, что там каких-то ебейших взрывов нет. А там, наверное, кинетическая энергия сумасшедшая, да, потому что даже там ракета крылатая, кинетическая энергия способна, не разорвавшись, разрушить здание, нахуй. Спасибо за сочувствие. Мой друг тебя уже достал приветами, донатами. Вот бы донатил так же. Да, вот бы так же мне все донатили, как... Нет, ну вообще губная вот эта поддержка, она очень важна, пацаны. Я на нее опираюсь в тяжелые моменты жизни, то есть во все моменты жизни своей. Що це за статейка була? Що все буде ЗБС і нужно только подождать, перетерпеть. Ми ще поговоримо. Терпеть, терпеть, терпеть. Фух, я недавно из-за некоторого стресса начал курить сиги. Неделю курил пачку в день, но сейчас не представляю, как можно курить больше 10 сиг, даже если очень захотеть. Если очень захотеть, то можно с неба собрать ту-ту-ту-ту-ту, бананы, кокосы. Апельсиновый рай. Я бы тебе посоветовал... А что там, кстати, где это CUC? Ой, ну Игорь это. Чуть написал, что у меня фолиевая кислота в пизде. Вот, ну вынь. Лучше ее оттуда. Слишком мало. Тип витамин D, основная хуйня не норм. Но из-за физболезней, из-за которых я должен быть непридатным. Ну, ты на это уже забей, придатный, непридатный. Ты, главное, на здоровье хуй не забивай. Спортиком занимайся. И лучше, да, реально новости меньше потреблять. И спать нормально. Вот я мечтаю начать нормально спать. Ну, по мне, я думаю, видно, что пиздец. Хотя я не жалуюсь, честно говоря. Терпець тебе шліфує, сталить твій дух. Тоже ты, терпи. С помощью табекса таблетки в аптеке бросил, не ожидал, что ломки не будет. Интересно, может стоит попробовать, многие советуют. Может перепрыгнуть на снюсик. Когда выпустили сишки с капсулами, мне не хватало и пачки в день, пиздец. Я начинал курить, как многие, сижек с капсулами, поэтому согласен с аргументом парламентариев, за которым они, конечно, скрывают какой-то там лоббизм Филипп Морриса своего ебучего. Но, тем не менее, аргумент о том, что начинают курить из сигарет с капсулами и ароматами, поэтому мы их нахуй запрещаем, вообще суть имеет в себе, действительно. Я начал курить с кента с капсулой. Помните, Ротман с кнопочкой, Кен с кнопочкой. Там такая, да, ментоловая какая параша. Терпець тебе терпілий робить. Терпілий твій дух, тож и терпи. Терпец. Вот, вы знаете, блядь, у немцев был такой корабль Тирпиц, блядь. Типа, что терпеть. Но и они терпели, все терпят по сей день, блядь. И корабль этот тоже Тирпиц. Надо и нам такой корабль тоже, если будет, то Тирпиц назвать. Ну или какие там вот эти катера Британия нам передает, Тирпиц, блядь. Я пробував табекс, на мені не спрацювало. Куріння не лише фізіологічна залежність, там ще психологічний фактор важливу роль відіграє. Ща, блядь, вообще обстоятельства не располагают бросить курить, я вам отвечаю. Я с киса клубничного у киса клубничного. Я с киса клубничного у сестры спиздил, чтобы и пацанов угостить. Киса клубничного. Что за киса? Кент, наверное, клубничний, может, я їбав. Перейшов на ваговий тютюн. Та самокрутки роблю, менше став курити. Ну, багато людей переходить на ваговий тютюн, бо зараз такі времена. Ну, я їбав, я нічого не хочу вже нікуди переходити. Я б, може, на сигари перейшов, але то вообще разорительная тема. Я ж не Дмитрий Кулеба, все-таки. Хто наш учился. Его мы, кстати, сегодня также вспомним. Щось пісня Лєтова в голові. Ну, Лєтов це росіянин, ми таке не слухаємо.
Закажіть Давида Коричневого хтось, ми вже все пересмотрели. Терпиц терпів і нам вылив. 4500 за эти онал изы отвалил, ты почти как мой кот. Кис, бабские сигареты были популярны в десятых. Ну, я молодежь. Молодежь. Ничего я, блядь, не помню. Помню Приму. Но она и сейчас, наверное, есть. Прима золотая, Голд, по-моему, так она называлась, да? Ну, понятно, кроме красных. Те красную, наверное, уже запретили. И что еще помню я? Помню, как от з похмілля після водки хлібний дар можна купити стронг армійські сигарети. Пізда. Фух, блять, вже б ядерний удар нахуй. Там про нього відос вийшов громадського. Відіжмемо, заберемо, придумаємо уроки бізнесу. Ну, Криворожська школа економіки. А тут Ніколаївська бізнес-школа. Миколаїв бізнес скул. Хто, то, мабуть, про розслідування громадського, де коричневий Давид лобіює новий курорт на Буковелі. А, я видел, там отбирают у этих самых западенцев землю. Ну, я їбу. І мене це не удивить. Чого колишня Кулеба його піддержує на Фейсбуці? Що це за терпільні стосунки? Я думав, колишні. І що ти думав? Це здоровий розход. Или как, блядь, сказать. Ну, короче. Кулеба крутой. Як його нинішня жінка його підтримує, це мене завжди восхищає. Правда, вот что меня не восхищает, что она начала торговать какими-то тренингами, блядь, по росту там какому-то, это, конечно, печально. Капитана Блэк шоколадного, блядь, уже не існує, пацаны. Существуют, ну, типа, ориентированные на молодежь вкусы говна. Манго, блядь, еще какая-то параша, еще какая-то параша. Ни кофе, ни шоколада. Хорошо, что есть белый, вроде как без вкуса, хотя он тоже сладковатый какой-то. Как вариант уменьшить курение, отрывать кусок сигареты. Да, блядь, это, пацаны, все кал. Вон Соснюсов Хованский желчью блюет. Що пишуть на Ютубе? На Ютубе пишут, с начала 25 года сигареты подорожают на 40 гривен. Ну, короче, я понял. В тюрьмах пошли массовые акции протестов. Зэки считают несправедливым такое повышение. Это имеется в виду, наверное, Украина. В смысле, и ее население, да. Сегодня с удивлением узнал, что Украина в 90-х вела переговоры по аннексії Придністров'я. Якименко дивитись будемо? Мабуть, не будемо, бо ніхто на нього не донатить. Там вийшло якесь відео, я бачив, чи у нього, чи в садку, не, у него на триггере ММА, с каким-то человеком в военной форме, я не знаю кто, ну ТЦКшник, наверное, где они рассуждают, что, оказывается, служба безпеки України це нащадки КДБ УССР. Вот это пиздец, да, подача. Я держусь без сижек. Держись, Олег. Киса Воробьянинов, да, подъездный предводитель дворянства, коллежский осенизатор. Кис, Марианна Кис, я бы полюбил твой низ, да. Ну а хули, Арахамія Європейський університет закінчував. Там потужну базу по бізнесу давали. Да он знает, как вести бизнес, я это шарю. Он мощный переговорщик, ко всему прочему. Куди це Вову м'ясо Петрова возили на суперджеті? Чё мясо Петрова? Не знаю, куда возили, отдохнуть, наверное. Денис, що б ти вибрав? Три банки сніданок туриста із АТБ чи пачку цигарок? Пачку цигарок, блядь, сніданок туриста. Я б 3 банки вибрав просто казацьких. Чому тобі курси не подобаються? Скажи, що Таро не працює. Таро може і працює, а курси не подобаються, звісно. Пам'ятаєш свій прогноз на стратега Дивана Льйона на позаминулому стрімі. Да, я смотрел, но не помню, сколько совпало. Він буквально ту хуйню сказав про Орешник, що ти і передбачав. Ну, довольно предсказуемо, но я не уверен. Хоть и смотрел, не смог сосредоточиться. Я помню, я говорил, что сверим часы, скажет ли он, что плешивая Иуда разоружает Россию перед Третьей мировой войной. Ну, должен сказать, по идее. Я, честно сказать, раньше вот терпел, и терпеть меня шлифовал. Терпел, но вот сейчас уже, конечно, даже его адекватные мысли, трезвые, они уже стали дискредитироваться его шизофренией в плане политического восприятия, да, восприятия политической картины мира. Понимаете? Начало это уже бросать тень. Я уже не могу доверять в полной мере его анализу какому-то другому. На жаль. Мужики, шо Шмыгаль анонсирует с 1 декабря по налогам? Ну, жить станет лучше, жить станет веселей. Налоги уменьшат, он сказал, 100%. Вы можете не задаваться такими глупыми вопросами.
Касательно того, что будет там, блядь, только повышение будет. Понижение не будет точно. Понижение не будет точно. Это 100%. Если что-то будет, то только повышение. Ебать. Да-да-да-да-да. Стратег реально кринжетрон. Крінжатеріус. Ну да, блін. Да він просто йобнутий на всю голову. Там по одному його голосу одразу все зрозуміло. Кто він и що він? Ну я по голосу людей еще не умею определять. Кабмин заберет деньги с программы поддержки бизнеса. Да я бачу уже. Ну, блядь, пацаны, заберет и заберет. Вы видели, какая там социология выходит каждый день хуевая? Еще целую зиму терпеть без света и, возможно, без тепла. И хуй еще знает без чего. Тут без, блядь, раздачи бабок не обойтись. Ну, так что, если бы я был на их месте, то тоже сказал бы, что все правильно. Что думает стример Денис про Геннадия Балашова и его стримы? Я говорил, что, блядь, что я тут могу думать? Мне похуй на Балашова. Оцениваю не очень высоко всю такую деятельность, ни о чем. Но ни с чем, правда, ее не сравниваю. Уж тем более не сравниваю с собой. Так амбасадора Ісландії з немитим волоссям називали Вова М'ясо ще на початку кар'єри. Ну, щось я таке чув, ну. Не знаю почему. И что толку от повышения обосретесь ведь? Ну мы же не я же решаю, блядь. Я вам говорю, что денег нет и будут повышать. Я не знаю, что толку от повышения. Ну чуть дольше можно пожить. В этом они заинтересованы. Президент сказал, что треба знизити податки. Где он такое говорил? Не знаю, к этому явно не располагают обстоятельства. Что-то он как-то по-другому сформулировал про податки. Він казав, що потрібно зменшити тиск на підприємців. Это никак нахуй с податками не связано. Это типа что-то абстрактное, уменьшить давление на предпринимателей. Ну, уменьшить так уменьшить. Быть в контакте. Ты от гостей отказался? Не отказался. Просто что-то сейчас забуксовал. Деньги на создание Министерства Едности в бюджете на 25 год не заложены. Ну, найдут где-то потом, слушай. Там дефицит в бюджете. Найдут бабки. Если президент сказал, министерство надо, значит будет. И не едности, а Министерство диаспоры, демографии, чи как-то так. Демографии и диаспор. Не гальмуйся, не керсуй, да это полный трэш. Мовні патрулі в чаті, порушення священних лібертаріанських прав у чаті. Тут їх, бля, нет, чувак. Это... Лібертаріанство це про державу, державне управління. А в чаті у нас закон джунглей. Мовний патруль тут? Давно не чув за того хлопця. Ну, хлопцю пизда, видимо. Вчера тупой эфир был у Маргинала с Абдулем. Ну, что-то я только слышал о нем. Я слышал, что там, ну, что-то, короче, струячили, что называется. Смотрел новое интервью Кулебы? Не смотрел. То, что нужно смотреть, не смотрел. То, что нужно читать на Политикоше, я считаю, важнее читал по диагонали. Вышла меньше суток назад, оно длинное, почти 2 часа. Да, я видел, он анонсировал у себя в Инстаграме его. Ну, наверняка крутое, но если я ж все буду интервью смотреть, нет тупо времени на это. Я ж там, блядь, качки, хуячки. Всім гарного вечора і приємних новин. Дуже оптимістично. Там акції Газпрома рухнули. Ми не рухнем, ми рухнем. Не рухнем. Піздарики в РФ. Да, РФ і жопа скоро. Незрозуміло, для чого піднімати податки, крім дати більше потоків для податкової. Нам повинні дати до кінця 14 мільярдів доларів. А наші, як завжди, будуть розписувати всі витрати у грудні. Тому, думаю, після розпилу такої суми у декларації того 65-мільйонного чиновника з Полтави додасть ще 1 нуль в кінці. Ну, поки що не підписали. Як я сказав, це на случай, если будуть задержки з фінансуванням, да? Вітаю, всіх вітаю. А що по рублю? Були новини? Ну, я не економіст, я ніхуя в рублі не понімаю. Ну, явно, що не рухнув. Головне, щоб рубль, як Пригожин Женя, не розвернувся на півдорозі. Рубль патріот, да? 41 глядач на ютубі. Вибачте, друзі, сьогодні я, блядь, вообще що-то в загробном прибуваю состоянні, откровенно. Єрмак про умови для початку переговорів із Росією. Необхідно повернути ситуацію хоча б до стану на 23 лютого 22 року. Ні, ну якщо хоча б до стану 23 лютого 22 року, то це легко. От якби до стану 1991 року, другої половини, то да. А если Ермак, это продюсер Валентин, тогда Зирка Васильца Зеленский или весь народ Украины? Проект Украина. На прошлом стриме это обсуждали.
Кста, прочтешь ту статью или новость про Меркель? Да мы когда-то давно уже обсуждали Меркель, у нее мемуары выпустила. Она никогда от своей позиции не отступала, мне ее в этом смысле критиковать не за что. Тут, как обычно, вопросы так ставятся, что «А что ты сделал для Украины?» Ну, как та известная цитата, которая стала все чаще упоминаться, да, Ельцина. Просыпаться с мыслью, что ты сделал для Украины? Схуяли чё? Непонятно, она нам должна. К тому же сильно повлияло на положение вещей, ну и, наверное, это была правильная политика вообще. Это подрыв потоков. Залужным, хуй знает кем. Донат от контори скритий. Да-да-да, контора кормить, само собою. З річницею знищення стратегічної авіації 18 років як не як. Ну да, я видел, все носятся со знищением всей авиации, что нас бомбит, вероятно, даже эта авиация, правда, там, ну, я не читал статью, но доводы уровня, там номер 14 на борту, тут 14, ну, однозначно тот же самолет. Но они их там что-то модернизировали, эти Ту-160 уже. Но это такое, не питаю иллюзий у Украины. Явно бюджетов, походу, ну, очевидно, на содержание стратегической авиации не было там, и, наверное, состояние аэродрома УЗИН, Полтава. Не, ну понятно, что без авиации странно было бы содержать эти аэродромы, но тем не меньше. Это ни о чем. Передай привет Юлии. Юлия, привет. Если это Юлия из Егейза, да? Ну, якщо і не з Гейза, то також передаю привіт, звісно. Девід Браун віджимає Галичину, щоб продавати трупи поляків. Ну це кошмар. Ну це кошмар ти написав. А в Киеве можно в обменниках купить русские рубли? Я не знаю, по-моему, уже нельзя. Легально, в смысле, ну, по-белому. А подпольно? Конечно, можно. Чат на ютубе. Передай привет Петру Алексеевичу. Передаю привет Петру Алексеевичу. Как думаешь, зачем влада принимает такие законы, которые вынуждают украинцев за границей отказываться от гражданства? Потому что власть тупорылая, а самое вероятное, потому что президент обиделся на тех, кто съебался. То есть вопрос, скажем так, личной обиды, да? Каких-то черт характера проступает из-за централизации власти. Я так думаю. Типа в Киеве готовят почву для новых украинцев из африканских мигрантов. Да, хуй они сюда поедут, они что, ёбнутые? Они едут туда, где хорошо, где высокие зарплаты. Ехать из какой-то сраки, где пиздует война и низкий уровень жизни, и нихуя нет денег, в такую же сраку, где низкий уровень жизни, нихуя нет денег и пиздует война, они не будут. По-моему, это очевидно. А делают они это, потому что дурные, блядь. Ну, в смысле, про украинскую владу и вот это отношение к людям, которые уїбали. Вони почали інтервенції на валютний ринок, то курс фубля має стабілізуватися трішки, буде, напевно, 105-110. Дякую за вашу думку. Мені про ці інтервенції нехуй сказати. Шкода, що в РФ є адекватні економісти більш-менш. Ну да, технократи у руля. Это самое, Набиуллина, да? Обвалили курс рубля, чтобы в экономике было больше рублей. Много ходов очка. Ну да, что я таке вже читал. Да, тут даже больше минусов. Кто-то написал там в чате на ютубе что-то про холод. Реально, там еще и в африканской стране тепло, не надо топить. А у нас, опять-таки, вспоминается та гифка с кусочком сала, который сидит у костра, и у него сопля замерзла. Ебать. Ну, уже 60% беженцев в Германии не планируют возвращаться, получается. Потужно. Ну, я бы особо не акцентировался на социальных опросах, потому что до этого мне люди доказывали, что смотри, ебать, а эти же, блядь, это же бригада, да, тогда показывала обратные цифры, что 60% готовы вернуться в Украину, как только появится возможность. Я им сразу сказал, что не надо серьезно к этому относиться особо, да. Есть вот несколько реально важных переменных. Во-первых, люди вернутся, когда закончится мобилизация, а то есть должна закончиться война. Это первый фактор, да, который мотивирует их вернуться. Второй фактор – это прекращение поддержки как беженцев в европейских странах. Третий фактор, да, вопрос юридических отношений с украинской державой. Конечно, если украинская держава добьется какого-то разрыва вот этой именно юридической связи, чем смотивирует украинцев поскорее заземляться юридически в других странах, в других юрисдикциях, да, то есть становиться гражданами других стран, получать ВНЖ, в общем, разрывать отношения с Украиной по этой линии, то, понятно, инструменты перестают те уже работать, то есть похуй там на войну, ну а что ты уже гражданин более адекватной страны.
Похуй на вот эти социальные обосраки, всякие поддержки беженцев, все, ты уже не связан с этими вопросами. Ну, в общем, это полная идиотия, при том, что Украине реально нечего предложить. Окончание войны даже сейчас на горизонте особо не виднеется, как и окончание мобилизации. Экономическая обстановка на ближайшие 10 лет вообще непонятно какая будет, вероятно хуевая, зная Украину, это каждый понимает. Предложить можно было только одно. Это то, что мы вас никогда не отпустим, да, юридически. И пользоваться, скажем так, пассивностью, там, недальновидностью в плане, скажем так, строительства своего будущего наших граждан, которые уехали. Ну что, они типа дурачки, они типа эти 3 года будут сидеть там, ну, чи на выплатах, там где-то работая на черновой работе, и не пытаться получить гражданство, выучить язык и так далее, получить там вид на жительство и все такое. На вот это надо было, один был рычаг, это усыпить бдительность и не мотивировать людей разрывать с Украиной вот именно вот эту юридическую составляющую отношений. Они с этой, бля, одной задачей не справились, не навреди. Одной единственной, блядь, задачей. Единственный рычаг у Украины был, это то, что эти люди просто родились или жили в Украине, и так сложились обстоятельства, что у них был украинский паспорт. И заслуги украинской влады в этом, естественно, никакой нихуя нет. И даже это одно они проебали. Ну, я не знаю, как это назвать. Это тоже многое говорит о нас и о качестве нашего управления. Единственный рычаг, который у них был, тот же они сразу кинулись ломать. Овцы ебаные, шакалы. Главный вопрос не в том, сколько людей вернется в Украину. Главный вопрос, сколько людей выйдет из Украины. Ну так из Украины хуй выйдешь, когда откроют границы. Ну там уже хуй въедешь после этого. То есть, наверное, как-то подскрутят этот вопрос. Ну, меньше мотивации будет для граждан. В этом смысле я склонен к вот такому психологическому анализу. То есть большинство украинцев реально пугает, там, да все население, особенно мужское, пугают перспективы мобилизации, пугает то, что тебя здесь закрыли. Как только эти факторы устранятся, я думаю, многие успокоятся. То есть тут же нужна решительность какую-то, да, и большинство людей к ней не склонно, к таким рискам. Ну, я думаю, это понятно, да. В смысле, блядь, все бросить, уехать. Так что я бы не ждал там какого-то сумасшедшего всплеска. Ну, конечно, зависит от будущего. Если тут продолжится разворовывание бабок и не будет света, например, просто так зимой там, да, то, конечно, это печально. Все из такого поедут там, как бы оно ни было. Но в остальном, я думаю, резко подубавится у людей желание уезжать, когда как бы, а что уже уезжать, войны уже нет, мобилизации нет. Ну, и в Европе не так легко пристроиться. Я это так видел всегда. Да, крайне дегенеративно выглядят инициативы по возвращению украинцев при условии, что война... При условии, что война еще не закончилась. Типа ВВП забыли, собственно, почему они все уехали. Ну, это понятно, я об этом всегда говорил, что бесполезно особо, просто не надо, не навреди, главное, не надо ухудшать же, зачем ухудшать? Зачем нарочно ухудшать? Не надо ухудшать. А то, что предпринять ничего нельзя, это понятно, я об этом и говорил. Это вопрос вот создания этого бесполезного министерства дебильного, очевидно, чтобы посадить туда своих любовников, любовниц и там пилить бабки. Оно никак не поможет. Есть объективные факторы, которые, скажем так, влияют на возвращение и невозвращение украинцев. Первый из них мобилизация, а второй бомбы на голову. Третий свет, наверное. Ну и четвертый там экономика. Ну, вот тут все понятно, по-моему. Лично я, если выживу, то свалю сразу. Ну, посмотрим, потом напишешь. Лучше посуду всю жизнь мыть в Польше, чем жить с соседом, который в любую секунду скинет ракету на голову. Ну, у меня сосед вот нормальный тут вроде. Не обещает мне бомбу на голову. Или ты имеешь в виду страну соседа? И опять-таки, ему никто ничего не сделать. Не знаю, чувак, ты понимаешь, что просто потом уехать это уже не так легко. То есть, ну, нужно тогда сейчас уже учить язык. Нужно сейчас уже копить деньги. Не каждый себе это просто сможет позволить потом, абсолютно. Я думаю, большинство людей, которые так рассуждают, потом останутся в Украине. Ну, это лишь моє мнение. На лісовому ринку вже, здається, тільки національні меншини і жінки працюють, тому за мігрантів хз. Не, ну они там все время работали на лесном. И не только. Ну, раньше ездили в Харьков, например, много иностранных студентов было, в медуниверситетах в основном. Не, ну и в Киеве были, да, они, наверное, и сейчас есть, но, думаю, их значительное количество упало. Ну, там, кто в Богомольца учился, кто в НАУ учился. Ну, риски, я думаю, упало. Упало. Помню, скандал был с африканскими студентами, что их не выпускали из Харькова или еще как-то так было. Просто это уже не сильно отличается от тех стран, где они жили. Да, ну если не отличается в худшую сторону, конечно.
очевидное. Где живется лучше, там и останется. Не, ну все не так просто. Опять-таки, если ты своих граждан отпугиваешь, ты их мотивируешь остаться. Они, может, не остались по своей глупости просто. Ну, по глупости, лени, люди они такие, ленивые, глупые, там, ну, понятно. Сидели, ни хера не делали, война закончилась, скрутили правовые, скажем так, правовые основы для пребывания, да, юридические основы для пребывания, скрутили выплаты, жилье. Ну, блядь, придется ехать назад. Думаю, таких людей было много, но Украина их всячески подстегивает остаться. Я просто не пойму нахуя. Я не говорю, что это там... Ну, не умрем, конечно, не умрем, но это же отражает, наверное, ну, скажем так, взгляд вообще нашей влады и уровень ее вообще, блядь. На многие-многие-многие другие вопросы, в том числе и войны. Ну дивись, а той фактор, що прийде дійсно багато людей з бойовим досвідом і нестабільною психікою, не буде мотивувати людей до виїзду. Оце ти цікаво сказав. Я говорил с одним человеком, это просто о страхах людей, говорил с одним человеком, он сам по гражданству кыргыз. То есть ему не грозит мобилизация. Он молодой человек, как я, плюс-минус. И вот это один из вопросов почему-то, который его беспокоит. То есть я на этот счет не переживаю абсолютно. Ну, то есть... Не, ну лучше не станет однозначно, да, ну, конечно, как-то мысли автоматически, не знаю, складывают скорее так, не то, что там эти люди нестабильные, кто-то, большинство, наверное, пойдет в бандитизм какой-то, ну как, не большинство, но добрый процент, понятно, это сразу подстегнет организованную преступность, все такое. Но думаешь, как в первую очередь о их знедоленности, да, что они все останутся без бабок, абсолютно в антиинклюзивной среде, ну, то есть это большое горе. На этом, наверное, надо сосредоточиться. А то, что люди этого боятся, я, конечно, слабо понимаю, почему так. Именно, что этот страх, который, он как бы, он один из первых приходит им на ум. Вот он одно из первых, что мне говорил, что типа, вот придут люди, блядь, с оружием там и все такое. Чувак, блядь, тут до этого дожить еще надо, блядь. Может, все вообще сгорит в ядерном пепле. Я думаю, что этот сценарий надо пока что о нем заботиться, думать, а не о том, что там когда-то люди придут. Я понимаю, вы это все называете, и это с той статьей УП перекликается. Это довольно бредовый взгляд, что типа будет новая волна миграции. Это, ну, вещь, если ее реально есть одна, которая подстегивает, ну, может, две, да, как-то. Это мобилизация ее усиления, естественно, первое место. Второе, вопросы электрохарчевания. С друзьями недавно общался, что слово электрохарчевание уже нормализовалось, типа, ну, я уже, бля, ебу, как оно по-другому называется, электрохарчевание. Но сама суть, мне кажется, основная это то, что насколько мощные преграды финансовые, в первую очередь, украинская держава неформально выстраивает для выезда из нее. Вот это вопрос. И я так скажу, что ну, с каждым днем только дороже и дороже, и очевидно, что, наверное, ну там нет просто почвы для того, чтобы всплеск ее был. У кого есть финансовые возможности, тот и так уезжает и будет уезжать. У кого их нет, у того их и не появится, как у меня, и он никуда не выйдет. Такой порядок. Вот такой порядок. Тоже, блядь, на вот этом всем фоне начал искать, нашел адвоката по знакомствам. Я охуел. $75 в час, блядь. Пиздец, это я его на 30 секунд смогу нанять? Пиздец. Да я готовлюсь к обыскам, да. Мне знайомий остається в Германії. Я не згоден, що багато не мають духу кинути все. У нас 20% населення виїхало, і це без чоловіків. Якби війна закінчилась за півроку, то можна було б говорити, що вони повернуться. А так пройшло вже 3 роки. Вже точно більшість пустили соціальне коріння на місцині нинішнього перебування. Плюс багато хто поїде в нікуди. А до своїх дружин чи родичів. Тому чекаємо ще одну хвилю міграції на захід. Ну да, наверное, изначально поедут реально именно к тем, кто осел, да. Но все-таки это все равно никак не отменяет вредительской откровенно политики нашей державы, направленной против этих, да, беженцев, которые уехали за кордон. Ну, ухудшать положение не стоит. Ну, там, не знаю, большинство, не большинство, вернулось бы больше, если бы они не проводили такую политику. Это очевидно. Это все равно никак не оправдывает вредительской политики. Я к этому говорил. А сколько там вернется, на то влияет множество факторов. Завтра, блядь, все там разъебут, вообще-то пиздец. Возвращаться некуда, да, например. Так запрет на выезд после войны будет сколько времени? Ну, я думаю, не сколько.
Вообще, украинская диаспора в Европе это круто. Будет самым влиятельным разделенным народом, круче армян, ирландцев и евреев. Я думаю, что это будет просто хуёвый статус в нашем народе создавать, как то часто бывает с народами-беженцами. Всем да, смешно, то ли. Не, это я даже не по линии военкомата интересовался, это по другой, в любом случае. Бля, они мужиков с улиц похищают, а тут всего лишь хуесосят беженцев. Опять этот аргумент, блядь, при чем тут это? Нахуй вы две вещи эти сравниваете? Будто бы, блядь, похищение мужиков с улиц отменяет каким-то образом... Во-первых, это российское ИПСО, это во-первых. Не хочу очень 75 платить долларов в час. Во-первых, это российское ИПСО. Во-вторых, как это отменяет, блядь, вредительской политики такой идиотской, да, которая будет влиять на наше будущее, я не знаю. В 90-х діаспору теж повертати намагались, наче міністер спеціально, наче було, ніби вертались, хоч і 404, а хтось навпаки виїжджав, бо 404 буде баланс. Я от не знаю, что ты тоже об этом читал. А, это я про... Это мы как-то на эти темы рассуждали про эсэсовца Гуньку, да? После Папича сразу к Дионисию просвещаться. Да, это вы фармили этот самый серебро в танках. Картохи. В этих, блядь, кастрюлях, чи как. Канистрах, во. Мир канистр. World of Tanks. Мир цистерн. Чи варто брати квартиру в Херсоні? Ну, квартиру вряд ли, а землю, думаю, варто. Так тобі вигідно, щоб уся аудиторія виїхала. Будь то і донати в доларах, євро, фунтах, шекелях донатити. Ну, он людина уїхала, ніхера не донатити. Таких полно. Я думаю, у них интерес пропадает. Сначала ты боишься людей с боевым опытом и нестабильной психикой, а потом тебя обусярят, и ты сам становишься человеком с боевым опытом и нестабильной психикой. Да, ну я бы тут такое тоже. Я про психику ничего не знаю, да, это все сложные материи. Просто понимаю, что большое количество людей высвободится, которые получали немаленькие деньги по меркам Украины, как бы то для вас странно не звучало. Высвободится это большое количество людей в никуда. Ну, то есть они уже привыкли к какому-то уровню жизни, там каждый військовый накуплял себе, всем любовницам айфоны, машины и так далее. Но я думаю, вы видели это, мы живем с вами в одной стране. А потом они окажутся нигде, и в этом смысле это, ну, опасная ситуация, потому что они уже привыкли к какому-то уровню жизни. Это не так, как до этого він жив там в селе, и, типа, не было таких у него денег. Тут сейчас вопрос не в том, заслужил он их или не заслужил. Конечно, 300 раз заслужил. Вопрос только в том, что у него резко появится проблема, да, обвал рівня життя, который, ну, ему придется как-то решать. Сами понимаете. Так что охрана у колл-центров будет, бля, ебейшая. А зачем деньги, чтобы выехать? Ты можешь выехать бесплатно за границей, работу любую можно найти. Я так 5 лет в Европе прожил, ну хуй знает. Ну, это ж мы имеем в виду, когда война закончится, да. Ну, во-первых, надо деньги на билет, да. Ну, хорошо, ну и приехал ты, не знаю, куда. Ну, там, куда ты можешь приехал ты, не знаю, в Прагу, да. Ну, вот вышел ты, блядь, на, не знаю, с аэропорта, с вокзала. И что? Мивина Инжер пишет, что глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина готова к мирным переговорам, если ситуация ЕСі вернется. Вернется, конечно, к 23 февраля. Пацани, коли їх позиція по кордонах почне змінюватися, ну, публічно ніколи. Але вона вже змінилася в плані. Президент каже, що ми ніколи не відмовимося від претензій, да? Ми ніколи не відмовимося від юридичних претензій на територію. Да, Это очень серьезная конкретика. Тварь, блядь. Пиздец, тварь, блядь, Ого. ебаная, блядь. Ты прикинь, сука, блядь. Во, дякую, Вячеслав Украинцев, спасибо за донат. Это, походу, донат на турникет даже был. Ого, большое спасибо. Я эту донатилку второй раз в жизни вижу, ну, в смысле, этот алерт. Так что они там давно уже рихтуют свою позицию, и типа, ну, это обтекаемо, и в этом смысле, конечно, юридически никогда не откажутся. И никто не вынудит. Прага, ну, там тільки в порнусі зніматися, ну да. Доброго вечера, было тело стрима? Тела стрима не было. Привет, Quiet Luxury. Какой турнікет, нахуя? Ну, донатілка така є, турнікет. Так, той випадок, коли да-да-да, чому пересічний кріпак повинен боятися рекет ветеранів, якщо в тебе нічого нема, в тебе, ну как, ти безправная, ніхто, тебя легче всего, блядь, размазать как говно по стенам. Не знаю, по-моему, это самые первые жертвы таких беспределов всяких. Притый кореш ветераны відбере качку. Ну, это обычно, знаешь, не так, а в смысле, какие-то конфликты на дорогах, насилие в отношении жінок.
Ну, как это обычно бывает. Ну вот, например, да, история. Это просто, ну, только о том, какие проблемы бывают с этой организованной преступностью, если игнорировать тот факт, что это просто, да, изначально вредное явление для государства. Та история с Полтавы, где полицейский проводил время в ресторане с предпринимателем и успешным бизнесменом. Ну, в общем, я не хочу углубляться, но формы такие это имеет просто. І странно, що ви цього не понимаете. Просто на білий квиток встановився стабільний попит і скорочується пропозиція. А вот эту новость я, кстати, забыл выписать, ну ладно. Приехал в Прагу, ищешь работу. Есть целые фирмы, которые предлагают работу украинцам. Я так работал в Польше на немецком заводе машин. Потом работал несколько лет на складе польских вещей. Не, ну я имею в виду просто на первое же время. Тебе нужно где-то найти хату и так далее. Ну какие-то деньги, видать, нужны все-таки. Ну и тоже, мы описываем сценарий, да, вот этот там на кочку приехать. Ну, там, для детей, откровенно, да, людей там до, ну, очень-очень до 30, у которых нет ни семьи, ни хера. Ты гол как сокол, вольный как ветер. Ні, це не обсуждення, ми обсуждаємо вопрос, що хтось написав в чаті, а от коли повернуться військові з фронту? Як это мотиватор ли это, чтобы уехать из Украины? Ну, и я отвечаю на эти вопросы. Ну, типа, это вопрос буквально вот это. Патриот спрашивает... блядь. Патриот спрашивает кого, либерал спрашивает куда, да, в смысле валить. Я просто сразу как-то смотрю на это по-другому, да, как бы это изменить. То есть не в плане мотивации для выезда этот вариант как-то не рассматриваю. Ну, ресурсов в первую очередь нет. Залупили. Мы будем терпеть, в смысле спрашивают, что мы будем делать, овощи, мы будем терпеть. Та всі прекрасно розуміють особливості з ветеранами. Так що тепер всіх в Сибір засилати чи відкладати цю проблему на потім? Ні, ну потрібно нам. Понятно, что это, ну, наша держава, естественно, обосрется. Понятно, что это должно лечь на плечи гражданского общества. Ну, то есть ляжет неизбежно, да, вопрос интеграции их в нормальную жизнь. Просто это я описываю какие-то такие проблемы, ну, не знаю, с якісь більш академичной, что ли, точки зору, да, в плане. Ну, вот важный фактор, который, ну, нельзя игнорировать, то, что у них высокая зарплата есть сейчас, да, какая-то по меркам Украины. То есть нужно как-то их интегрировать потом в жизнь, да, обычную, мирную, чтобы не сильно болезненный, по крайней мере, для них был провал в уровне жизни, потому что, мне кажется, это основной мотиватор, ну, скажем так, искать какие-то неформальные, какие-то, скажем так, может, не совсем законные источники дохода, да, чопы там всякие и так далее. Это вопрос лишь о таком, да, ну, о таком простом плане, вопрос о таком простом державном управлении, о каком-то его будущем. И проблем, которые с этим связаны. То есть, ну, в общем, безоценочных суждений, понимаешь? Я-то сам как-то не особо переживаю. У меня уже сосед, ветеран, инвалид полный. Вроде нормальный мужик. И в плане в этом смысле, как с соседом, даже можно сказать, что повезло. Як там договорнячок? Сьогодні буде нюхачі договорняка 2. Новини вже 150 коллег на стрине. Это типа совместно, да, с ютубом. Не, пацаны, новости будут, когда допью кавусю. А кавуси еще пол филижанки, нахер, пол от этого ведра. Так что терпить. Это как песня, слава богу, малоизвестная, Дени 229, «Вальты в колоде» называется. Какая классная песня. Как хорошо было, когда вот Деня 229 был андеграундом таким. А що, у нас є громадянське суспільство? Звісно, є. Там все дуже складно. Ну, в смысле, грант даст Америка на какую-то інтеграцію їх в нормальну жизнь. І на то ми порішили. Но то, що зараз деградує, оно, це, конечно, правда. Да, жінка і діти то нормальний такий баласт для переїзду за кордон, тому дропайте їх, йдіть за хлібом, якщо хочете. Ну, ви научите. Ви научите. З інтеграцією держава обісреться, бо тепленькі держмишця не будуть уступати. Ну, я же говорю обісреться, я і не питаю ілюзій, просто сразу нужно трезво понимать, что это ляжет на плечи граждан громадянского суспільства. У меня сосед, бывший генерал Збройных сил Украины, иногда по утрам, как в «Файне Украине», да, иногда по утрам с ружья стреляет чаек, которые летят с моря. Ты прямо у моря живешь, да? Завидую. Хотел бы жить в Одесской области, говорил, что это моя мечта, бо там море и климат хороший. Ну, прям реально такие места невероятно милые, комфортные. Это в Испании, да, это Капфера. Ну, конечно, но як наше громадське суспільство громадянське працює? Дають грант і його реалізовують. Как там у нас поддерживаются в тюрьмах эти туберкулезники, да, и так далее. Америка дает денег и что-то происходит.
Не, наоборот, думаю, громадянське суспільство оживет после войны, потому что сейчас, конечно, есть ограничения, певні. Ну и сейчас там вообще плотная стала конкуренция. Не знаю, кстати, как там с бронями. Ну, вроде у них с бронями все порядок. Відбувається наше улюблення пиляння бабок. Не, ну все ж бабки не украдут. Что-то сделают, да. Лучше так, чем вообще ни хера. Особенно учитывая, что это деньги из-за кордона. 20% делают, 80% воруют. Ну да. Да. Все по законам Парето из Криворожской школы экономики и Николаевской бизнес-школы. По законам Туретта. По закону Архимеда сигарета. Ну понятно. Поки свою ебучу каву доп'єш, вже знову буде 80. Какая разница, блядь, все равно ж, ну, количество не главное людей, главное донати. Донати. О, новина, оце дійсно важливі новини. Новина про смарагдовий колір світофора топ на сьогодні. Да, я тоже утром сегодня читал, что переделают светофоры. Но я не знаю, какая разница, права все равно поаннулируют. На якийсь смарагдовый колер. Ну это ж тоже, это ж светофор каждый переделай, получается бабки потратятся на это. Нахуя это нужно? Еще там что-то стрелки поменяют, добавят для велосипедистов светофоры. Они в велодорожки сначала для них добавили, уже был бы сахар. Что за смарагдовый такой колер? Ну, я не знаю. Я не знаю. Ну, как обычно. Наверное, это требование Евросоюза. Что тут думать? Один тухес. Ще до повномасштабки 5 військових за розподіл ставку постріляв якийсь дід, то я то помню. То сторі за гроші було, бо там типа перекрили якусь лазійку за то. Тож думаю, з дронами нам буде весело. Да, я тоже думаю, какую роль в разных политических убийствах в будущем сыграют FPV-дроны. Тоже над этим часто задумываюсь. Ну, не один я на самом деле, потому что оружие, если подумать... Наверняка будут державные какие-то законопроекты, ограничивающие комплектующие для дронов и так далее, потому что вещь опасная. Нас ждет, мне кажется, однозначно пересмотр политики в этом смысле. Ну или, ну вы поняли, там какая-то лазерная маркировка на каждом болте или что в таком роде. Права на дрон надо будет получать. Техпаспорт на дрон, да, на Mavic для свадьб. Видел новости о приговорах, переговорах за комменты, типа на какой-то улице зеленые человечки приглашают на круиз. Началась борьба с ИПСО. Друг, блядь, с подключением в Украине давно за это преследуют. Статья перешкоджання діяльності Збройных сил Украины. Я тоже видел это активизировать, потому что какую-то в Харьковском метро, по-моему, какую-то женщину, ну, которая на станции там что-то там, она предупреждала о рейдах так называемых. Ну, это московский ИПСО, конечно, она подыгрывала московскому ИПСО. И, собственно, вот, ну, условно ей срок дали, но это уже года 2 происходит. Вы, друзья, совсем невнимательно следите за нашей страной. И, скажем так, да. Судовый висник, да, газета, по-моему, об этом пишет, о всех таких приколах. Или как-то так. Ну так кількість зрілів перейде в якість донати. Не вчав Єля чи що? Да, блин. Я не знаю, эта диалектика тут неприменима. Так, она не работает. Люди уже уходят, донаты не приходят, значит. Будуть тепер на усі машини державних діячів мангали ставити ребіки. Даня из Амбик. Фан это вентилятор of yours. Хорошо. Зараз читаю комментарии на YouTube, уйду, пройду, и, наверное, будет... Кстати, когда стрим по Сталкеру? Ну, у меня есть подписка, вот это, Game Pass. Ну, наверное, Сталкера не буде ніколи. Кстати, узнал такой прикол, что Game Pass, ну, этот Xbox Live позволяет ставить игры только на диски в определенном формате вот этом. Да, у меня, оказывается, внешний SSD в другом формате. Таким образом, игры ставятся теперь у меня только, ну, место есть только на нем, на HDD. Самой какой-то с хуёвой скоростью чтения на болванку, самую тупейшую. Ебать. Для меня любая игра теперь это просто ожидание загрузок. Прекрасно, да? Так форматни SSD, да, форматни 700, блядь, гигабайт информации куда-то возьми, блядь, спрячь. Не могу я форматнуть. Я понял, форматнуть и перепрошить, ну... Это надо куда-то деть всю информацию с него, это же невозможно. Она работала в бутике Бирюлева. Пока я парень. А чё он потрепает? Кто потрепает? Президент Украины часто потрепает від болі у спині. О, блядь, он как я нахер. Поверьте, ну его нахуй, это боль в спине, это пиздец, пацаны. Главное, она, блядь, не лечится нихера. На Google Dix. Да, ебал я в рот и Google Dix и все подряд.
ХДД, одним словом. Це питання. Ми рибанути жорстко по спині. Так, пацани, давайте не будемо біжать президента. Как нарастить мясо утки? Я вот купил на днях одну домашнюю, приготовил, а там половина веса одни кости. О, вот ты нашел кого спросить. Я комбикормом надо кормить. У меня только они дохнут на данном этапе, и ничего не происходит. Якби Дионисий вещал новости Фортнайта, то его бы смотрел куда больше аудитории, возможно, даже умнее нынешней. Ха-ха. Ой, мама. Как же зарядка и физнагрузки против боли в спине? Да не особо помогает, если ты сидишь, блядь, по 100 часов. Ну, я сегодня пришел, ну вот что, с утра помылся, поднимал гантелю. 2 плюс 2, 4. 4 плюс 8, по 8 килл, да. Поподымал. И шо? Потом сел и сидел целый день на стуле. Ніхто не та-та-та у спині. Комп'ютери довели. Все лікується, треба ходити в зал. Ні, ну хуй знаєте. Причому тут так болі в спині. Тобі казалось, що ти на кібальчища схожий. Не повторюй його долю. Постараюсь, мальчишки-бальчиш. Какие, ну, Stalker 2, ну да, Storm Shadow, да. Какая у тебя модель ноута? Lenovo Legion, что-то там. Ну, я не знаю какой, но i5 10-го поколения процессоры 1550 Ti видеокарта. Что-то я уже понял, совсем уже плохой стал. Ну, говнище уже, конечно. И ничего тяжелее хуя в своей жизни не держал. Главное, чтобы не чужого. Що з зачіскою? Не укладував сьогодні зачіску. Ну, вибачте. Ви знаєте, що коли ядерний вибух, то не надо укладывать зачіску. Никите Журавелю 13 лет за госизмену впаяли. Ну да. Нас-то удивлять не должно. Более того, мне на это похуй. Ну, когда я покупал, одни задачи были, а сейчас уже другие. Я бы уже, может, сейчас и стационарный взял компьютер. Хуй его знает. Но денег нет, так что вы держитесь. Так что будем пока на этом работать. С задачей сраные стримы вести, он смотрится. А ты хотел поставить игру на SSD, значит там есть свободное место. Ты как откуси этот новый диск, и новый уже в нужном. Да, я видел такой совет на Reddit. Но что-то мне это показалось слишком геморройно, чтобы 5 минут почувствовать себя винным дизелем и покататься в Forza Horizon. Хуй с ним, я потерплю те одни загрузки сраные. Есть время подумать, есть время скроллить. Та не буває бажання підстригтися під 3 мм і не трахатись з укладкою. Ну, жінка говорить, що мені не йдуть короткі волоси, но я большую часть своей жизни ходил с короткими волосами. Бо батько водив мене стригтись там в какой-то, ну, сначала в советскую парикмахерскую, потом в какой-то ларек, там, де ото за 20 гривень стригут, ну, тупо, блядь, под насадочку. Ну, еще и нужно сказать, что такая прическа у меня держится. Ну, кава из, ну, блядь, ну, вот этот, кофейник, да, как он? Гейзерная кофеварка, кофе оттуда. Блять, что ты это... Да, еще нужно сказать, что волосы очень быстро отрастают, ну то есть за неделю уже отрастают. У від болі у спині рекомендують всі врачі ходити в басейн, натренировувати м'яз спини, щоб перенести навантаження із хребта на м'язи. Ну все, попіздую в басейн однозначно. Бути одному на YouTube-чаті, це як їхати в порожній маршрутці, ну є своя романтика. На YouTube это пишут. Наставок. Сейчас на ставке холодно. Сейчас можно болячек на ставке заработать столько, что спина станет вообще мало из проблем. Закупи криптовалюту, нет денег. И сейчас Трамп придет, и она подымется, и ты как Светов сколотишь доскапитал на биточках. Думаю, таких умников там дохуя, и они будут пострижены. Если ты пойдешь в бассейн, тебя субмаринизирует ТЦК, так что не надо. Я студент, и у меня возраст неподходящий. Да, есть такой телеграм-канал украинский. 10 сраных баксов, чи якось так называется. Там смешной мем был, типа... Что-то там сайт в 2010 году, который за капчу раздавал биткоины. Там типа я в 2010 году, и там школьник на ноуте в Моствант отгоняет. Хорошая иллюстрация к годовщине Голодомора получилась. Як вам ідея зробити Мар'яну Безумну міністром секса? Пошлятина. Да, спочатку читаю чат на твіче, конечно, бо людей тут більше. Піраміда Сирського. Вкладуйся і тебе не мобілізують, якщо повезе. Ну, вони всі уже в армії, хто в піраміді Сирського. Чого всі моляться на ту діджиталізацію? Вона ж по факту мало що змінює в бюрократичних процесах. Ну, по-хорошо звучить. Что такое краивка? Ну, как тебе объяснить? Землянка такая, в которой партизаны жили, бандеровцы.
Нюхач пердежа без углы. Друзья, пошлятина так и прет. Давайте сбавим градуса. Уже обсуждали Штефанов гейт? Мы такую хуйню не обсуждаем. Мы обсуждаем другую хуйню. МакАртур, дай ядерку, да-да-да. Это Кобальтовое море, да? Дайте ядерку, осторожней с желаниями, пишут в чате, да. Я думаю, Путин на похуй продолжит войну, если Украина получит ядерку. Да, если на переговорах не получат уступки. Но это такие прогнозы, пацаны, размашистые, я их не могу раздавать. Грубо говоря, в общем і целом. Єрмак не зміг прогріти південнокорейців на зброєбіна. Ну, сейчас же вроде Рустем Умеров сбежал туда, там что-то разбирается в Южной Корее, но может это и неправда. Ему бы сейчас это очень помогло на фоне скандала с минами. Да, я же говорю, если так подходить, как подходит Марьяна Безугла, это реально из тех кадровой политики, то им любой там, блядь, кто-то, кто не пиздил, будет хуёвый. И нынешний министр обороны, и Буданга, все им будут хуёвые, потому что, ну, если что-то сверх того, сверх просто пиздила позволяет себе, то все, это уже нас не устраивает. Ти що в такій шапці рофельній? Я думав, то реально. Ну, я вас вітаю, ти став жертвою російського ІПСО. Адвокати це від сатани. Давайте донатимо, стрім не безкоштовний. Да, друзі, це правда. Дякую тим, хто донатить, друзі. Я вам всім дуже вдячний. Це моя основна мотивація, не буду брехати. Безугла чи Яніна, друзі, ви кожен стрім задаєте ці дурні питання. Безуглу зробити міністеркою геймінгу, розвиток по лінії Skyrim, симулятори дронів. Фусрода, да. Безкоштовный геймпас для украинцев. Я слышал, что подписку для игры онлайн PlayStation свернул для украинцев, а до этого сделал ее бесплатной во время войны, не знаю зачем. А хто бачив відос Яніночки, як вона захищає від стрімера? От би хто виповнив. Друзі, ну хватит уже сперму эту изливать сюда. Прив, Frozen Morph. Как относишься к сценарию завершения войны по типу корейской 38-я параллель? Всё такое? Я, может, отношусь хорошо. Мне кажется, в Москве не пойдут на такой сценарий. Reuters. Трамп утвердил генерал-лейтенанта Келлога на должность посланника по Україні. Пізділ. Південна Корея не готова прямо надавати летальне озброєння Україні через власне законодавство. Опір опозиції, позицію майбутньої адміністрації Білого Дому та непідтримку цієї ініціативи серед населення. Останній фактор можна пояснити страхом південнокорейців перед початком нової війни на Корейському півострові та, ну, порядок, блядь. Невдача спіткала. Так, коментарі на платформі YouTube. Ні одного коментаря. Порядок. Дякую коментаторам на YouTube. Умеров наладить поставки собачого м'яса до Кореї. Блядь, ну нахуй таке писати. Поляки кинули з УНР. З УНР за білих, звісно. Все анексували, назвали Мала Польща. Всіх переучували в школах силою. Ну так тільки робили росіяни, це неправда. Ксьонзів. Сюди навезли, а православних закрили скасувати українські. Йдуть шукати, хто там кого різав. Ну так, да. Знаю все. Нікнейм ваш дуже чудовий. Сівоха. Ого, Байден такої епохи, ми це засуджуємо. І сообщення ми це видаляємо. Заодно потренируюсь удалить. О, порядок. Сівоха. Говорят, что будет выпущена специальная версия Mortal Kombat для Украины, где можно будет играть только за Єрмака. Південна Корея готова перекласти другий сезон ігор Кальмара на українську мову, щоб допомогти українському народові. Дуже добро, 80-літній лейтенант Келлог, отставной генерал-лейтенант, который... Брианна Келлога, да, теперь будет у нас? Келлога, отставной генерал-лейтенант, который представил Дональду Трампу свою речь заморозка линии фронта и приження красавчика. Новина про те, що Бідон хоче 24 ККК виділити Україні. Пропустив. Так, все, друзі, переходимо до перегляду кали. Так, ну, Арахамия и статья Олега Соскина. Мое почтение, друзья, готовимся, запускаем. Поехали. А давайте пограємо у вікторину. Питання: про що думають політики під час війни? А. Про посилення обороноздатності. Б. Про будівництво фортифікацій. В. Про перемогу. Так, во-первых, не обязательно, что политик может думать только об одном. А тем более, если их много. Они могут думать о разных вещах сразу. Ну, конечно, думаю, что работы столько лежит на Давиде Арахамии, и когда он успевает еще на Карпатах землю пилить, я не знаю. І ви програли. Жодної правильної відповіді. Бо правильна відповідь про будівництво нового гірськолижного курорту. Воно знаходиться на нашій земельній ділянці. Да, можно так Заберемо, сделать. відіжмемо, придумаємо, що з цим Я грублю, это вы, блядь, грубите, пишете, может нахуй, ну слушайте. зробити. І вони кажуть, куплю этот дом.
по-русски. Ви займаєтеся абсолютно шкідливою справою, ви займаєтеся замовленнями, політичними, комерційними і іншими. Всім привіт! Я Інна Попович, і я привезла вам свіженьку історію, де в найкращих традиціях знову присутні Ой, татари, бля. Арахамія і Єрмак. Це історія з Закарпаття, і вона про те, як екс-нардеп, а зараз чинний депутат від ОПЗЖ Закарпатської облради Владислав Каськів за участі своїх впливових друзів тероризує цілий регіон. 7 березня 2022 року, коли під Києвом точилися жахливі бої за українську незалежність, И все у них так, и все у них так. Вышиванка, а на самом деле землю пилить по-русски. з російськими загарбниками, а вся країна буквально потерпала від обстрілів. У маленькому селі на Закарпатті, у цьому готелі, що позаду мене, офіційно стартувала кампанія з боротьби за цінну землю. Ще раз кажу, мені все одно, що для вас важливо. А чого архітектор Вот Йоба the Night предлагает так, да. Они делают базу для выплаты долгов Америке. Ну так вот. Экономика-то вот, и мало осталось. А сфера туризма одна из самых перспективных в Украине выделена была. Ну, еще и понятно, какого туризма, правда? Ну чого звільнився? Я звідки знаю, чого звільнився? Нам сказали, що ви допомагаєте Владиславу Каськіву у деяких питаннях. Нас намахали, чи як? Ха-ха. Не. Липень 2020 року Офіс президента Зеленського на чолі з Єрмаком обговорює створення високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластеру в Карпатах Боржава. Найповажніший гість, який презентує програму, австрієць Гернот Ляйтнер. Спілкувалися про будівництво підйомників, готельно-ресторанних комплексів та інших розважальних Я, кстати, как-то пропустил вот эту нашумевшую тоже новость, но уже забытую, про какого-то директора французской компании, который что-то там хотел, видите ли, отстроить в Гастомеле, а ему сказали, что ну без откатика никакого отстройки не будет. Ты что, самый умный, что ли? Думаешь, единственный умеешь строить в Украине? Вот это тоже меня в наших чинушах поражает. Ну хорошо ты воруешь, мразота, хорошо ты воруешь на святом, на отстройке разрушенного, на людском горе. Ну ладно, блядь, ты такой ненасытный, хорошо. Заставляют воровать, бо иначе лишишься должности, хорошо. Но, блядь, должен же быть предел, ты же должен, блядь, понимать, что ты сейчас скажешь это вот этому представителю иностранной компании, это в Украине ты можешь угрожать СБУ, что его на подвал завезут, он будет молчать. Но не в этом случае он уедет во Францию и там расскажет, какие вы гондоны, вы позор на весь наш род сделаете. Ну это ж пиздец. Ну можно было об этом подумать, это очень легко просчитываемый риск. туристичних закладів на території Пилипця та прилеглих до нього сіл, що на Закарпатті. І якщо після початку Великої війни в ОП публічно припинили про це говорити, то сама грандіозна ідея не зникла, а перенеслась у підпілля. Я дуже зла, бо в моєму суб'єктивному світі цієї історії в принципі не могло би бути, але вона є. І для початку я все ж таки нагадаю, хто такий цей Каськів і чому його в свій час фактично виперли зі столиці. Владислав Каськів 50 років. У 2007-му обраний народним депутатом України від блоку «Наша Україна. Народна самооборона». 2009-2010 роки радник прем'єр-міністра Юлії Тимошенко з питань іноземних інвестицій. 2010 серпень призначений керівником робочої групи з нацпроєктів при президенті Януковичі. У грудні того ж року очолив Державне агентство з інвестицій та управління нацпроєктами України, де просидів до березня 2014-го. У березні 2016-го оголошений у розшук за підозрою у розкраданні 7,5 мільйонів гривень держкоштів. У вересні того ж Тоні Сапроненко. року затриманий у Панамі, Антон Сапроненко. де безуспішно просив політичного притулку. Та що ти будеш Тоді ж делать? у жовтні вніс заставу $600 тисяч. У З цими підсумку волосами. Каськів погодився на добровільну екстрадицію в обмін на імунітет. Адвокатом Каськіва, який займався питанням екстрадиції, тоді був Олег Татаров. У 2020 році Каськіва обрали депутатом до Закарпатської обласної ради від проросійської партії ОПЗЖ.
Начинал с этого Народный фронт, там наша Украина. За останньою декларацією батько 5 дітей, що вочевидь дозволяє виїжджати йому за кордон. Про це пізніше. Зараз буде ще кілька юридичних фактів, щоб розвіяти сумніви, що це саме Каськів за підтримки чинної влади відповідальний за бедлам на Закарпатті. І поїдемо Окно сужается, подорожувати. топаз У просто по березні Єрмаку. 2014 року Каськів звільнився з Держінвестпроекту і перебрався до Австрії. З лютого 2015 року очолив там Яка вигода? Політична. Підтримують так свою політичну популярність. компанію Озаріо. А почему? Потому что, ну, вот этот... Не первый раз отвечаю на этот вопрос, и ответ на него, он кроется обычно в стенаниях українців в медіа читаєш. От там дипломат какой-то писав. І це все під час того, як Україна перебуває в такому становищі економічному, політичному. Це все під час того, як Україна... Це все під час того, як Україна потерпає від російської агресії. Да, именно поэтому, потому что Украина слаба, и они этим пользуются, именно по этой причине. Холдінгс. До нього Это и есть это. директором був Петер Яндел, член наглядових рад компанії Дмитра Фірташа. Озаріо Холдінгс на сьогодні вже ліквідована, була зареєстрована у Відні за Ліквідірована. адресою, де також прописана компанія Юлії Льовочкиної. Ой, бля, реально, даже дошел до того, что уже реально так похуй. Ферік Холдінгс. Ця фірма мала представника в Україні, і ним був помічник Каськіва Андрій Банцер. А керівником Вокруг враги выходят. Ну да, друзья, они в реальной жизни только бывают. Ну, в смысле, друзья бывают в плане межличностных отношениях. У тебя может быть друг, а в странах, и между странами это дружбы не бывает. компанії був Гернот Ляйтнер, той самий інвестор, який ще в 2020 році навідувався на зустріч в офіс президента. До речі, його компанія Master Concept після російського вторгнення в Україну втілила не один проєкт в Росії, зокрема Олімпіаду в Сочі у 14-му та чемпіонат світу з футболу у 18-му. Так от, цей Гернот Ляйтнер володіє словацькою Carpathian Mountain Resort, якій в Україні належать ось ці 12 компаній. Керує компаніями Ірина Кух, колишня працівниця Держінвестпроекту часів, коли його очолював Каськів. І ці 12 компаній на кінець 2021 року у своїй власності мали 450 гектарів закарпатської землі, де і планували будувати гірськолижний курорт Боржава. Але цього виявилось замало. Здавалось би, повномасштабна війна мала б це все призупинити, але Каськів уже 7 березня 2022 року домовлявся про шмат пирога у вигляді цінної землі з місцевим бізнесменом. Давайте послухаємо з перших вуст. Це було 7 березня, я пам'ятаю, 22-го року. Дзвонить мені безпосередньо помічник Владислава Каськіва, Волинський Микола. З тобою хочуть поговорити. Ну, я підійшов в Гранд-готель, туди мене запросили на розмову. Ми сіли за стіл, де було мені повідомлено, що твій готель Как ты объясняешь гиперкоррупцию в СНГ? Это интересный вопрос. Это последствия непосредственно позднего Союза, где без коррупции, в принципе, ничего не решалось, или катастрофы 90-х, или еще чего-то? Совокупности факторов, в том числе и тут не написанных, таких романтических, как культура, да, свойства менталитета, отношение нас к буквально там восточно-христианской цивилизации и все такое. Масса всего. Бедность, да. Вот, ну, часто анализируя их биографии, да, смотря на биографии людей, натыкаешься на какие-то похожие строчки, что каждый цепляется, конечно, за уровень жизни недостижимый нигде, кроме как через коррупцию, да, ну, то есть мало где, нужно нихуевыми талантами обладать. Спасибо, Стойкий, я не хотел с тобой ссориться, да, нужно нихуевыми талантами обладать для того, чтобы жить нормально, да, просто честным человеком, рабочим, ты, ну, всю жизнь будешь работать, пока здоровье не кончится. То есть там, ну, я понимаю специфику экономических разниц, но человек так видит, это правда жизни. Ты можешь поехать в Америку, и этих историй у каждого есть такой знакомый. Ты можешь поехать в Америку, быть там кровельщиком, и у тебя будет вот такенная пачка долларов, у тебя будет охуенная тачка, ты будешь уверен в завтрашнем дне. У нас ты можешь быть кровельщиком, и нихуя кроме сломанного хребта у тебя не будет. Ну, это просто вот так, да. И в этом смысле, конечно, каждый цепляется за это личное и ставит его всегда впереди. То есть я к чему, что много людей из каких-то, ну, полного очка пришли по головам. Бедность, в общем, бедность в том числе. Множество факторов. И они непобедимы в один день. Только планомерно, постепенно бороться. Опять-таки, тут еще вопрос, что мы подразумеваем под коррупцией.
что мы вкладываем, да, в этот термин. То есть коррупция это просто вопрос там какого-то... В широком смысле мы ее понимаем, да? Или в узком только воровство денег, потому что коррупция все-таки воровством денег не исчерпывается. Тут это тоже разные вещи. Просто если говорить о коррупции как лишь о воровстве денег, об этом только феномене, да, то я понимаю, что они сопряжены там и в широком, и в узком смысле. Но если как только о воровстве денег говорить, то здесь тоже не стоит попадать в ловушку приукрашивания этого, что там вот воровство денег, как коррупция, как воровство денег. Да, даже не берем коррупцию как бытовую коррупцию, потому что там нужно ли вам говорить, что покупка прав или давание взятки полисмену это не то, что там, блядь, подорвет государство, да, и огромные требования откатов, фейковые тендеры и вот такая вот хуйня там на закупках, это типа две разных охуенно коррупции с абсолютно разным влиянием, да. И когда люди пытаются, сука, связать одно с другим, как вот Марьяна Безугла сегодня в посте, да, я напомню, касательно коррупции, что к ней вполне относится, что у Марьяны Безуглой мама преподавала в Богомольце, где она закончила. Но это мелочи, да. К тому же все знают, что Богомольца, наверное, из-за количества иностранцев, это такой медицинский вуз топовый в Украине, в Киеве. Все знают, что Богомольца, наверное, самая высочайшая коррупция вообще из всех ВНЗ в Украине всегда была. Ну, в общем, это все мелочи. Я просто к чему она там именно пишет: не давайте взяток, не берите взяток. Нужно ли говорить, что к тем, блядь, спиженным там, блядь, миллионам, да, на подрядах, это нахуй две охуенно большие разницы вообще, которые вместе очень, блядь, посредственно связаны. И всегда смешно, когда люди говорят, ну вот вы там против коррупции, там кому-то обращайся, ты сам, но вы же сами наверняка давали взятку полицейскому, да. Охуенно. Это похоже на логику, как люди требуют, ну, люди говорят, что как же так, вот у вас подход к свободе слова такой, а в чате ее нет. Проблема людей, все время они проецируют что-то одно на что-то другое, с чем нахуй связи нет никакой, да, между этими вещами. Но это удачные просто примеры здесь. В общем, я это все к чему вел, что если говорить о коррупции финансовой, важно не попадать просто в ловушку того, что это какой-то феноменально, колоссально влияющий на все фактор. Не, это важно, конечно, но там люди, которые делают такие выводы, что это про Украину, если говорить, что из-за коррупции только, да, вот если бы не она, то все было бы идеально, только из-за коррупции Украина проиграет. Это неправда абсолютная, да. Ну, это просто бред, да, неадекватный. Но если под коррупцией мы понимаем именно воровство денег вот в этих эшелонах людей, у которых есть власть. Я, кстати, если что, не говорю, что бытовая коррупция хорошо, просто инструменты борьбы разные, это два вообще охуенно разных явления, как я уже сказал. То есть это не значит, что я ее одобряю, потому что это все-таки, ну, нарушение закона, это не может быть хорошо. Просто подход у меня другой к борьбе с ней, права нужно сразу выдавать без, блядь, там, снижая коррупционные риски, так скажем. Ну, в общем. То да, не стоит просто попадать в ловушку, что это все пиздец там полный, да. Вон в России коррупция, очевидно, охуеннее, чем в Украине, особенно в эквиваленте денежного измерения. И все нормально, да. Ну, то есть там не перевернулось все с ног на голову, да. Или люди, которые делают вывод, что Украину не поддерживают из-за коррупции, это основной фактор, да. Все ходят, блядь, по кабинетам в Белом доме, все ходят по 174 комнатам в резиденции Мар-а-Лаго и только и рассуждают о том, что украинцы все спиздили, украинцы все... Всем это похуй абсолютно. Все понимают, что там есть какой-то процент коррупции, неотъемлемый и непобедимый в один день, и ну, с ним просто нужно мириться. Закладывать, так сказать, в расходы, ни больше, ни меньше. То есть не стоит тоже переоценивать этот фактор. Я просто напомню, что Навальный топил за прозрачность госзакупок и т.д. Ну, ввели тендеры, в итоге все пиздят точно так же, но через тендеры, и об этом все знают. Ну, понимаешь, как я сказал, ну, важность, все эти инструменты, прозрачность, например, все это работает только в демократических государствах, демократичных с полнотой свободы политической борьбы. Иначе все эти инструменты, как прозрачность, как 1500 наглядовых рад, я не знаю, как по-русски сказать, наблюдательных советов, да, гражданских, типа при каких-то там министерствах, да, или органах других исполнительной власти. Точно так же, как и там 1500 антикоррупционных органов, они наверняка даже и в России есть, не углублялся, там какое-то агентство по борьбе с коррупцией. Все это, оно работает только в демократических условиях, в условиях политической борьбы, иначе все это будет игнорироваться полностью.
Но, тем не менее, просто нельзя, наверное, говорить, что типа ноль, да, все-таки все это малые шаги, но, как я сказал, здесь и нет одного шага, то есть ты так пишешь, вот, это тоже ошибка, да, что типа вот об этом все знают и точно так же воруют. Это так выглядит, будто бы этот вопрос можно решить в один день, да, то есть, ну, просто эти люди плохие, пришли бы другие, бля, каждый стрим одно и то же говорим, реально. Пришли бы другие и перестали бы воровать. А вот эти конкретно это так не работает абсолютно. И с коррупцией можно бороться только так. Последовательно, постепенно, по чуть-чуть, через прозрачность, через те же антикоррупционные органы. Все это инструменты, все только просто это безальтернативные инструменты. Это важно понимать. И альтернатив там нет. Никакие ни расстрелы, ни хуелы, ничего не поможет. Не поможет, да. Ну, в общем, да. Якщо б не корупція, ми б вже в Хабаровську були, во-во-во. Если бы, да кабы. Может бы были, но на то она и есть, да? Так и про российское государство можно сказать, если бы не коррупция, то они бы уже там, блядь, в космос летали, Марс колонизировали, но все же не так гладко. Трамп-кит — це той, хто запропонував Трампу свій план припинення замороження бойових дій по лінії фронту проміження РФ. Ну круто, да. Вот, человека, видите, простой подход в чате. Бредник пишет: демократия, миф. Что тут нихуя не возразишь. Конкретный пример, с которым столкнулся я. Где-то 5 лет назад начали везде строить такую штуку, как парк Патриот. Моим знакомым пришел заказ на установку лавочек на них. Мы получили оригинальную смету. Изначальная цена установки лавочки была 27к за работу. А знакомым через 15 посредников платили 1500 рублей. Ну, это классика, да. То есть, ну, нужно ли говорить, что чем демократичнее государство, тем вероятнее, что можно добиться каких-то результатов, да, снижения и уменьшения таких явлений. Чем меньше политической борьбы, да, тем меньше рисков для власти, тем такие явления только будут процветать. Ну, такая понятная вроде вещь. Если бы не коррупция, то нас бы уже давно убили, да, это тоже похоже на правду. Так, ладно, продолжаем смотреть. Готель знаходиться на нашій земельниці, а нас більше цікавить безпосередньо власність на цей готель. Що мені було дуже дивно, я кажу, ну, як може цікавити. Ну, тут тоже еще нужно также понимать важный вопрос, как я сказал, и бедности нашего региона. Бедность создает сильную контрастность, да, что видно сразу наше воровство, да, и какие формы оно приобретает. В более успешных странах точно так же есть, конечно, и, наверное, в денежном эквиваленте, думаю, даже больше, да, коррупция. Но потому что страны не так выглядят, да, с экономической точки зрения и с точки зрения, ну, богатства населения, то оно не так выражено, правда? Цікавити власність, якщо це я будував, моє зробив. Це Іван Боричок, власник готелю «Берлога» у селі Пилипець на Закарпатті. У 2014 році він придбав земельну ділянку, оформив усі документи на власність і почав зводити на ній готельно-ресторанний комплекс. Саме його на 12-й день російського вторгнення запросив Владислав Каськів у Гранд-готель і озвучив, що планує будувати тут підйомник. А готель Івана йому заважатиме, тож або хай віддає, або вони застосують інші методи. Ультиматум був дуже простий. Якщо ти не забереш його там за якийсь час, по-любому ми його щось заберемо, відіжмемо, придумаємо, що з цим зробити. Ну, видите, это же какой-то классический сюжет американского фильма, да, там Kill Dozer Day, да? Так що ти то Мы будем тут строить там хайвей, давай, маєш блядь. розуміти. От такий був конкретно Подождите, это же было в «Лучше звоните Солу», где-то там к тому моменту, когда сериал скатился. ультиматум. І вони таки придумали. До процесу залучили архітектора Безноська, який за версією місцевих прийшов на посаду у їхню ОТГ під кінець 22-го року. І саме А ну цей і видно, як архітектор похуй. таким чином переробив генеральний план села, Проклятие на що 1000 шматочок лет. ділянки, де розташований готель Івана Боричка, виявився шматком ділянки, що належить товкам з орбіти Каськіва, Боржава, Как они Скіл так та налезли, Скайленд. блядь? Сам проєктант після цього поїхав за кордон і тепер шукає його як вітру в полі. А компанії подали позов Моментик, позов потерпить, бо я забув, що в мене чат на ютубі є. Ми навіть трактори можемо підігнати, їм дуже смішно. Жертв волинської провокації. Провокации, так. Кстати, думаешь, что будут делать с ТЦК после войны? Что будут с ними делать во время войны? Типа так и оставят, выдадут премии и пенсию? Ну да. Типа тем, кто возглавляет, конечно.
Или все же расформируют этот вонючий совок? Не, ну в смысле, а как же людей в армию затаскивать? Ну, в смысле, привлекать. Как проводить, скажем так, мероприятия мобилизаційні? Я имел в виду, зависит от того, да. Поляки кинули з УНР Казав, Умеров наладить поставки. Это уже было, да. Спасибо тем, кто отправляет некие смайлики вот эти. Позов на підприємця з вимогою Не понял, извините. Да возраст, видимо, не тот. зобов'язати його знести берлогу. Більше того, що до Боричка відкрили кримінальне провадження про самовільне захоплення земельної ділянки, а саму ділянку арештували. Все, уже нормально. Прокуратура подає зараз цю цивільну справу, що хочуть вилучити. Он уже цю одною земельну ногою в ділянку тюрмі. на користь сільської ради. До речі, це мені схема була озвучена тим же Владиславом. Що якщо я це не зроблю, він вилучить її у сільську раду, потім сільська рада йому чи продасть, чи надасть. Поки що, так як він мені озвучував, все так іде. Все чітко, заданому планові. Звісно, довіряти одному бізнесмену ми не збираємось і спробуємо поговорити із іншими жителями цього району. Єдиний нюанс – люди залякані і говорять про це відверто. Класна Тож тачка, задача Hilux буде не з класний. легких. Хотел бы я себе Ми такой. зібрали свідчення місцевих і не можемо їх Що вам та не хата показати, згоріла, да? але аби вберегти О, диви. людей від погроз, Денчик, ти заїбеш, скажи, коли перемога, бо настрій хуйовий. Ну перемога скоро буде. Тобі сказали в статті Української правди, що перемога буде в січні місяці. Треба сидіти на попі ровно і чекати, так і сказали. Так, ну дякую пану Сергію за 200 гривень, але якщо йому не важко, нехай продублює своє повідомлення в чаті або на Twitch, або на YouTube, тому що воно не влізло, і тут написано, яким образом возможно снизить коррупцию. И, ну, и 3 точки, блядь. Не знаю, я уже заебался. Реально, по-разному вам уже описывал. Каким образом можно снизить коррупцию? Таким, каким ее и снижали. Ну, как это выглядит? Вот кого-то поймали на коррупции, да? Ну, скажем так, где-то засветилась коррупция. В условиях демократической борьбы это несет риски, да, для политической силы на любом уровне, на региональном или на уровне центральной власти, ну, зависит от коррупции, да, это там вот уровень региональный, как здесь, хотя тут и центральная власть замешана, или это уровень центральной власти министерств в Киеве, да. Нужно на это как-то реагировать, иначе ты будешь терять популярность, да, и в условиях адекватной политической борьбы, без войны, как это было, да, со свободой слова и со всем, это создает почву для оппозиции, да, наращивать критику и давление, становиться популярнее. Ой, бать, это никому не нужно, потому что там уже скоро ты будешь сосать на выборах. Ну, вот так это и устроено, так оно все и происходило, так и менялось. Чем меньше этого, тем хуёвее, тем коррупции больше становится, тем больше становится неформального, никто не заинтересован с ним бороться, потому что нахуя? Оно само себя бесконечно продукуя. Дублируя вопрос, а каким образом можно снизить коррупцию, если даже в антикоррупционных комитетах они ставят своих людей, создают имитацию деятельности, там происходит особый отбор, куда честных не берут. Да, это безусловно, я с тобой согласен с этим. Мы помним назначение скандалы, да, с конкурсами на главу Национального антикоррупционного бюро, да, что он есть в реестре коррупционеров и так далее. И так далее. Мы это все понимаем, но, как я уже сказал, очень важно осознавать безальтернативность этого, да. Это как-то мы к вопросам другим, более абстрактным, демократии, да. Мы должны понимать безальтернативность этого как инструмента. И опять-таки, там, у Национального антикоррупционного бюро даже как в таких условиях, понятно, не антикоррупционного какого-то мощного органа, который беспристрастно борется с коррупцией, а как лишь у одного из инструментов борьбы в условиях демократического государства удачная роль, нужная государству, также ослабляющая, скажем так, создающая плюрализм сил, да, как можно больше разгалужения, разветвления разных сил, центров тяжести внутри государства, да, что как бы противостоит централизации и создает все те, да, участвует во всей той политической борьбе, которую я описывал уже в более примитивной формуле. Вот поймали, вот критикуют, вот надо реагировать, да. Это, опять-таки, вы должны поддержать мысль в голове, что это безальтернативно, да, то есть если не это, как бы вы к этому не относились, как, может, не самому эффективному инструменту, действительно, много там людей избежало коррупции, много там людей избежало наказания,
уж, наверное, большинство людей избежало наказания справедливого, то есть, как вы это понимаете, казнить, убить, лишить всего, раскулачить детей из Лондона, вернуть всех в тюрьму. Конечно, нет, это максимум, и, ну, политически это объяснимо, максимум это снять с должности, типа, уже, слава богу, блядь, что сняли. Вот. Но, тем не менее, да, вы должны понимать безальтернативность этого, что вместо этого только хуже, да, других вариантов нет, которые могли бы также последовательно, с накопительным эффектом хоть как-то работать, да. Сталый розвиток обеспечивать. Снизить коррупцию можно, если убить всех людей, если забрать все деньги. Да, ну то есть у меня, у самого лично другой подход, но опять-таки ты полностью деньги не отберешь. Но это уже сложно, да, в плане как совместить какой-то либертаріарний подход до державного дизайну с реальностью, да. Понятно, что не отдадут они никогда деньги, да. Чтобы расформировать какие-то они их только штампуют, блядь, новые министерства. Представить ликвидацию Минкульта в Украине, они там всеми рогами упрутся, и, ну, это пиздец. Но я вижу, конечно, безусловно, борьбу с коррупцией через уменьшение денег в, скажем так, не то что даже денег, а через уменьшение процессов, вопросов, да, которые в ведомстве вот этого менеджмента государства, да. То есть лучший, наиболее эффективный метод борьбы с коррупцией — это деньги забрать, да, уменьшить возможности, уменьшить, скажем так, места, где их можно брать. Тогда и всем остальным силам будет легче сконцентрироваться на чем-то, на более узкой прослойке вообще услуг, да. Закупок разных их тупо должно стать меньше. А этого можно добиться только, ну, сокращением вот этого всего административного аппарата, министерств, всех этих говен, а не штамповка их бесконечных, да. Это эффективный инструмент, реально он совпадает с формулой. Хороший мог быть чиновник Мавроди, да, который рассказывал про то, что нормальное свойство человека, и с ним сложно поспорить, да. Брать бабки, если они лежат. В политике еще все гораздо сложнее, и не только в политике, в чиновничьих этих отношениях, да, что ты там, ну, в специфической роли, ты там не один зарабатываешь, и если ты сам честный, ты в тюрьму просто сядешь, ну или должности лишишься, и таких мы случаев знали много, да. И думаю, на личном опыте у вас наверняка есть где-то там знакомые или знакомые знакомых, чья карьера там где-то обычно это происходит, ну такие люди далеко не дослуживаются, обычно это происходит где-то на уровне вот там громады, да, ну или как сельсовета, ну у нас громады, да, он здесь говорит сельрада, это имеется в виду. Старостинский округ даже, наверное, да. На вот таком уровне уже обычно где-то люди, если попадают во власть, честные, то обычно где-то там им полная пизда и наступает. На них открывают дела местные менты, они их выгоняют нахуй из того совета к ебени матери. И на этом их карьера заканчивается. То есть я к чему, что там еще все сложнее, но и не стоит, конечно, забывать об этом важном психологическом принципе, что если бабки лежат и человек их не берет, лежат горы бабок и человек их не берет, то, ну, это надо задуматься, насколько он реально нормальный. То есть, ну, стоит из этого исходить, конечно, всегда. Это Мавроди рассказывал про то, что у него из этих касс люди, которые там работают, воровали деньги. И как он к этому относился? Что-то вы доебались. Нет, ну это очки игровые, там можно людей забанить. На какое-то время отстранить из чата. Или запустить голосование. Сгноить в Нубипе. Да, сгноить в Нубипе. Детей, в смысле. Да, детей вернуть из Лондонов, вернуть из Гарвардов, сгноить в Нубипе. Да, реструкт тесака. Еще раз, что написали на ютубе. А разве в современных армиях на Западе есть ТЦК? Ну, в том же США, ну ты сравнил нас, блядь, и США. Разница охуенно большая между нами во всех смыслах, в том числе и в смыслах численности населения. Типа очевидно, что в современном мире, в финансовом смысле и вообще во всех, блядь. Типа очевидно, что в современном мире армия из рабов неэффективна. Ну да, менее эффективна, я бы сказал. Нужны мотивированные специалисты. Я склоняюсь к тому, что в нашей стране не хотят менять это. Я на ютубе читаю комментарии в чате, то есть... Я склоняюсь к тому, что, так сказать, хереть начал стрим, там люди уходят.
Так вот, человек склоняется к тому, что в нашей стране не хотят менять совковую армию. У нас, если бы так было легко, совковую армию на современную из-за коррупции. Типа совковая самая идеальная для распила бабла. Самое главное, солдаты бесплатные. Так, а задержки и противовесы давления СМИ и общества — это недостаточное условие. Это безальтернативное условие. А просто даже этого добиться, это, ну, надо поддерживать все время. И видишь, какие факторы на это могут повлиять. Касательно армии, да, сложно это все реформировать. Точно так же. Не вопрос одного дня. Особенно на переправе уже, когда коні. Так, все, йдемо далі. Чи можливих неочікуваних дій ми їх озвучимо з допомогою штучного інтелекту. Соскін, Слухайте. стаття аж В не грудні 22-го року з'являється новий генеральний план. Архітектора пригнали нам з Києва, людині знімали тут житло. Місяць тому він виїхав на постійне проживання в Німеччину, а тут почали обгороджувати ділянку. В один день А помните, год назад было кучу новостей про военных украинских, которых на обучение отправляли во всякие Англии. У меня друга в Англию реально отправили. Германии, но он офицер. Давно таких новостей не видел уже. Да, отправляют вроде, ну да, реально там люди сбегают оттуда, это правда, конечно. тут накопали яму, залили бетонні стовпчики. На наступний день робочі почали розказувати, що стовпчики покрали. Через 2 дні з'являється так і тут було. купа поліції. У вас покрали стовпчики. Через кілька днів ми почули, що відкрита кримінальна справа на нашого Северина, що десь є свідок, який на нього вказує. То десь місяць кошмарили ту людину, потім все стихло. Я так розумію, що домовились. 70 сотень землі наверху, яка їм конче була потрібна. Тут, я розумію, Конче. в них є якийсь проект, і всі земельні участки, які належать нашим людям, вони хочуть забрати у свою власність будь-яким методом. А ось ще одна характеристика чинного депутата Закарпатської облради, яка підтверджує, що для нього ані епоха Януковича нікуди не ділась, ані звичаї і старі зв'язки. Где он там успех? В Каськіва 50 років минулого року озеро Віта святкували. Тут охоронці були на всіх входах-виходах, ніхто нікуди не виходив. Все, цар приїхав. Ну, Льовочкін зі своєю дружиною, вони там святкували. А на другий день тут ходили, бродили всі. А це Не, ну я этого вот это последней каденции никогда не понимал. Ну ладно, вы живодеры дерете уже там последние 3 шкуры с той краины. Нахуя же вот эти извращенские все хуйни творите в культуре, в социальных відносинах? Ну зачем? Ну просто воруйте. Нахуй тогда так разрываться? Надія Гладьо, жителька тієї ж ОТГ сусіднього села Подобовець. І вона вже нічого не боїться, бо ж у неї за дивним збігом обставин тепер хочуть ті ж самі люди відібрати оселю, в будівництво якої вона з родиною вклала останні 10 років свого життя. Землю ще в 2013-му під це господарство їй виділила сільська рада. Це от почалася вся катавасія десь років 3. Це, напевно, 3-й рік. Дзвонки анонімні, дзвонити. І вони кажуть, куплю этот дом по-русски. А я йому сказала, якби я знала на той час, що то робиться вже щось. Этот дом не продається, він будується для себе. Для себе, розумієте, що таке для себе. Ці дзвінки на той час Надія вирішила проігнорувати. І вже за певний час так само ноунейми порізали кабелі, які щойно підвели до будинку електроенергію. Коли ж і це на родину Гладьо не подіяло, у вересні 22-го року в реєстрі судових рішень з'явилося кримінальне провадження. Мовляв, чоловік Надії разом з тодішнім сільським головою незаконно заволоділи цією землею, а ділянка взагалі знаходиться за межами будь-якого населеного пункту. А ось ділянка Надії на кадастровій мапі. Поруч з нею ще одна на 25 соток. Належить товці Боржава-Замкова гора. Бенефіціар Ровшан Гузейнов. Батько Ренати Гузейнової, яка була помічницею Каськіва в парламенті, коли Написано той був Гусейнов, нардепом. а А не зараз Гузейнов. вона його неофіційна дружина. У власності Ровшана, хоча сам він прописаний у Києві, У Равшана видно кабина благородная. ще 97 земельних ділянок в Міжгірському районі. Більшість безпосередньо в А, корупції. от це У рожа, Ренати да, ще 40. У компанії Боржава Центр Це, ти знаєш, успішний підприємець. блядь. ще й належить ще 25. І це можна продовжувати до безкінечності. Але якщо зібрати ці всі компанії, цих всіх Таблони. пов'язаних з Каськівим людей, і на карті позначити, де їхня земля, то таких, що належать іншим звичайним людям, виявиться не так і багато. І вони хочуть забрати. Просто от не можуть, рішили нас задавити судами, грішми. Я не удивлюся навіть, що можуть там і вбити, і фіг знає, що може зробити. Розумієте? Бо
От Турбаза Плай, от була магазин мого однокласника, теж, що зараз воно називається Айно. То та турбаза теж практично, він не планував продавати. Ну от прийшло, прижали, і зробили, і все, і зараз вона вже Айно. І я, голосуючи за Зеленського, теж така довольна, він же ж слуга народу. Все буде допомагати, що буде краще, але краще, як бачите, ще хуже стає. 13 року ми почали будуватися. Ну реально, как выжить в этой Украине, будучи честным человеком? Да никак. А еще хотят, чтобы люди вернулись. Ну, чувак. Даже не знаю, что тебе сказать. Ну, реально не знаю, мне нечего тут сказать. Как думаешь, бюрократия способствует коррупции или наоборот? Мне вот рассказывали про Германию, типа, чтобы получить тендер на установку бордюров, надо пройти 9 кругов ада, и бесконечная сухая, обезличенная бюрократия с миллиардом проверок доводит до того, что просто невозможно сделать что-то плохое. Я думаю, это вещи слабо между собой связанные, в том смысле, что ну, там у нас тоже надо 100-500 бумажек собрать, но дело в том, что у нас этот сбор бумажек, он сделан так, чтобы на этом зарабатывать, да, зарабатывать. То есть это разница между Германией. В Германии это там для отчетности и просто так, наверное, с целью как раз борьбы с коррупцией. У нас это, ну, скорее с целью заработка, да. Вот. Ну, хотя, может, идея изначально такая. Тут просто нужно от дефиниции отталкиваться, да, там, от определений, что для тебя такое бюрократия. То есть количество бюрократов-чиновников однозначно коррупцию увеличивает, бо большим людям надо больше заработать, большему количеству людей, это автоматически коррупцию увеличивает. Если говорить о бумажках как о прозрачности, то это скорее уменьшает, да, больше этапов нужно пройти. А уже куда-то мы в сторону Макса Вебера копаємо. У 17-му році ми вже практично, от у нас був вже будинок, вікна, і ми зробили приватизацію. Бля, я проебал немножечко момент, потому что все возбудились. Диарахамия сам, я щось не пойму. Просто я там не берусь говорить, насколько это честные люди, но явно, что воюют с ними более нечестные и более влиятельные. Просто я тоже не знаю, там каждый ли громадянин у нас может позволить себе недвижку на западной. Тут тоже не берусь судить. Денис, а читаешь марципановый ликер? Я из-за копиумности отписался давно. Да не читаю, а что там читать? Я читаю интервью Кулебы в Политику. И охуеваю. Гении думают по-другому. Да гении обычно, блядь, с реальной жизнью не сталкивались. Ну просто тоже. Тут у всех разный подход. Я разных людей встречал, которые по-разному до української держави відносились. І різний взгляд на це Їхня ім'я. земля до таких, що належать іншим звичайним людям, виявиться не так і багато. І вони хочуть забрати, просто от не можуть, рішили нас задавити судами, грішми. Перед этим вопросом я пойду поссу лучше, вы знаете, в чате объемным. Пишите тоже ваши там в чат мысли по этому поводу. Как вы считаете, в Украине норм или не? Напишите обязательно. Справедливо чи ні? Тобі хтось, Джахар, наче 200 на відео советського кидав. Если кидал, то пусть скинет это видео, я ему говорил. Но я что-то сегодня, пацаны, уже не уверен, что я что-то еще посмотрю, потому что мне так хуёво. А вот еще вопросик. Кас не так давно высрал, что чиновник должен зарабатывать просто ахулиард бабок, чтобы реально в эту сферу шли люди для того, чтобы работать, а не всякие, не пойми кто, чтобы наворовывать. Обосновывает тем, что если чинуши маленькое АЗП, то он и меньше держится за место и более склонен к воровству, банально ради улучшения собственной жизни. Я АЗП чинуши в ЕС не знаю, но вроде... Она там значительно выше средней по палате. Да, я просто говорю о том, это в Украине тоже такая дискуссия постоянно поднимается, просто особенно на фоне войны, воровливых чиновников и увеличения им зарплаты как инструмента борьбы с коррупцией. Ну, мол, типа, будут бабки, не будут воровать. Я не выступаю за снижение им зарплаты, да. Я просто все время говорю о том, что не стоит переоценивать это как инструмент борьбы с коррупцией, какой-то ключевой. Вот много им денег сделать и пенсию охуенную, пока все хуй без соли доедают честные работяги, и все будет порядок. Да нихуя это не так. Я не знаю, вроде бы все сказал на все деньги. Но понятно, что типа их как-то там казнить, снижать им зарплаты, делать ее меньше, чем у всех остальных, нихуя не даст хорошего. Естественно, и не будет, ну, самое, наверное, главное, не будет привлекать специалистов в эту сферу, да, каких-то. Будут они оттуда валить нахуй. Ну, впрочем, эта проблема есть у украинской державной службы, просто на низких уровнях, а это, мне кажется, важно, потому что карьера должна начинаться с низов, логично. И, конечно, когда ты должен работать за 8 тысяч там, то нихуя тебя туда не потянет абсолютно. Зачем? Лучше пойти тогда кассиром. Правильно.
Это убивает всякие там перспективы какой-то этой службы, ну, ее именно, да, что там появятся талантливые кадры. Они там не появятся, нихуя бы там, да. Зачем потолок ЗПС? Я просто сказал бы, что это, ну, очень слабо связанные между собой вещи. Очень слабо. Намного слабее, чем это люди выдают, как какой-то ключевой фактор в снижении коррупции. Нихуя. Добрий вечір, пане Луадек, ага. Я, кстати, щось донат не увидел его. Треба бути всім корупціонерам, тоді заживем. Ось де вже так було, закінчилось розстрілом вождя. Непогано бачив на Ютубі розмова з Кулебою на 104 хвилини. Я бачив, але не хочу дивитися. Ну, бо не донатять на нього, да. Та и желания нет особого. Я видел, конечно. Более поражает воображение его интервью Политико, как я уже упоминал. Просто это такая сложная игра. С одной стороны, понимаю уязвимость риторики, особенно даже в политическом смысле вредность там для продвижения либертариарных идей, в смысле вот вопроса чиновников, да, или там полицейских, да. Просто такое чувство, будто только два подхода осталось. Там любить, и тогда будут хорошие, ну логично, да. Или всячески ненавидеть, ну тогда логично, да. Позорная работа, туда будут идти только всякие позорники. Ну, очевидно, надо отталкиваться куда-то, отходить от такого подхода, отталкиваться от чего-то адекватного. Это обе бессмысленные позиции. Обе белые. Броварське телебачення Славка на Ютубі не дивишся, но коли донатять, то ми дивимось Славка. І ценім за креативний погляд. Так вот, Жак, Южная Корея. У меня, к слову, есть знакомые прокурорские, там реально ЗП неплохая, их ППЦ, как там пенсия хорошая, они эту работу всеми ногами и руками держатся, иной раз реально работают. Например, когда сошел с рельсов поезд, 24 часа тусила на месте аварии, собирая показания. Ну да. У меня знакомый депутат облдумы, он не сказал, что идет туда для лоббирования интересов своей фирмы, в целом добился своего, кучу тендеров выиграл с момента избрания. Интересно, идем дальше. Я не удивлюся, навіть, що можу там і вбити, і фіг знає, що можу зробити. Розумієте? Бо турбаза Плай, от була магазин мого однокласника, теж, що зараз воно називається Айно. О, то та турбаза теж практично, він не планував продавати. Ну, прийшло, прижали, зробили, і все, і зараз вона вже Айно. І я, голосуючи за Зеленського, теж така довольна, він же ж слуга народу. Все буде допомагати, що буде краще. Але Слуга краще, народу. як бачите, ще хуже стає. 13 року ми почали будуватися. У 17-му році ми вже практично, от у нас був вже будинок. Я, може, вікна, сам Кулебу і ми зробили посмотрю. приватизацію, щоб було все по закону. В общем, зробили приватизацію, повністю вже у нас документи були готові. В общем, Пішли. Аби розібратись, хто кому і за що судиться, і що там з новим генпланом, якого місцеві так і не бачили, ми поїхали до очільника цієї ОТГ. Застали його на робочому місці. Не вистачає комусь півметра, образно говоря, просто тоже видно, кабина честная у мужика. поїхати на свою земельну ділянку. І він каже, от, ні, не дам і все. От хоче півметра, йому даю, а 80 сантиметрів не дам. Ну, але якщо на тих 80 сантиметрів стоїть уже 10 років якась будова. Думаетесь, блядь, говорит, что ты, сука, не хочет отдавать 10 сантиметров земли. Что тебе жалко, блядь, тебе сантиметров 10? Не бесплатно ж даже берут. То що робити? То що, як можна його То може ви свою хуйню там курорта скрутите на 10 сантиметров, не? посунути? Ну, як я можу його посунути? Ты посмотри на эту рожу. Вот такенная, блядь, будка. В стране жрать нехуй, война там, те люди на жрачке экономят больше. Вот такенная кабина, блядь. Бытка, как я весь нахуй размером. Шо тебе жалко 10 сантиметров отдать? Ладно, у вас генеральний план села Ай, да, блядь. був розроблений. Коли останній? Це майже в 21-му році не скажу. Бо кажуть, що є новий від 22-го, від грудня, по-моєму. Або І 22-го. громада з ним не ознайомлена. Громада не Да. ознайомлена. Ніхто його не бачив. Містобудівна документація вся проходить через громадське слухання. І Ви нам покажете? Я вам не покажу, тому що архітектор звільнився. Документ Що не покажете? Ну, если проходит через слухання, то должна быть стенограмма, и она, типа, ну, люди имеют право доступа к ней. Если они войной не ограничили никак. як в Я в подобном месте практику проходил, я рассказывал тоже. Ну, это, правда, это громада, да, а я в
Старостинському округу. Знаходиться В сельраде, грубо говоря. Так може он бедный и жрет дерьмовую еду, оттого и рожа такая. Да ты посмотри на эту кабину. Ты... Не прыщика. Думаю, жрет он что надо. Все здоровое, там в Карпатах природа хорошая. Одеса, і я не можу вам зараз показати. Думаю, что многие отдали бы ему свои 10 сантиметров, если он попросит. Конечно. А чого архітектор звільнився? Ну чого звільнився? Я звідки знаю, чого звільнився. А він був- Людина прийняла рішення виїхати за кордон. Він законно перетнув кордон? Ну, то вже не моє. Ну, він забрав з собою генеральний план. Ні, який не забрав з собою генеральний план. Я просто кажу людини, яка відповідає за даний напрямок. Зараз нема. Угу. А чого ви, як голова, не маєте до нього доступу, до генерального плану? Як я не маю доступу? Я питаю, чи можете ви нам показати? Не можу вам зараз показати, тому що немає архітектора, я вам ще раз кажу. Ну, у вас, як в голови, немає, типу, можливості, права. Ну согласитесь, вот шо, а ремесло талантливое. Прикидывается он кретином, супер талантливо. Шо, ну, блядь, в смысле? Уехал. Плана не могу показать, нет архитектора. Так вы с планом не знакомы? Почему не знаком? Його Чё я не имею доступа? показати? Немає можливості. Ну, то я питаю у вас. Та є, як немає. Ну, так Сука. можете мені показати? Та не можу, тому що архітектора немає. А Розумієте? він у нього чи що? Де цей генеральний план? Архітектора, я вам ще Ну, я розумію, що немає архітектора, а план де? план тут, в сільській раді. Ну, то чому ви не можете мені показати? Ну так не можу зразу, тому що ви просите мене зараз показати. Де я вам покажу? У мене в кабінеті немає. Ну, то Это, представьте, это приехали журналисты из Киева, блядь, из одного из самых известных медиа в стране. Он им так насыпает. Представьте, что он насыпает обычным смертным. Там, блядь, только приди, там, трехэтажным матом тебя обложит, скажет, что еще раз придешь, тебе еблет сломают, и все. Охуели? Ну, пиздец, царек. Ви мені тепер не аспект. О. Приносьте план, подивимося. Якщо можете. Бля, наград, блядь, ну, борцуха наверняка. Что там за награды? Ну, Мені часу. Скільки? странно, что нету флага, который подписали какие-то солдаты. Это их любимая тема. Ну скільки? Ну, зараз не брати, я вам говорю. Юрист на лікарняному. Справа Гля, юрист на лікарняному, тот на отдыхе за границей. після звільнення архітектора були передані юристу. Якщо вам потрібно, я зараз дзвоню юристу. Вот это я о том и говорил, что политическая карьера честных людей заканчивается обычно на таком уровне. Человек попадает местным депутатом вот такую вот хуйню, и все. Угу. Таких историй я знаю, блядь, дюжину реально. Угу. Давайте тоді домовимося на завтра на ранок, щоб ми сьогодні, хвора дитина, не викликали юриста з лікарняного. Давайте на 10. Ну, он все Добре. нахуй. Як і домовлялись, рівно на 10-ту ми прямуємо до Недавно поймался я на мысли, что в Украине была бы, кстати, должность вице-президента. Было бы гораздо честнее, по крайней мере. Например, ты голосуешь за Зеленского, Ермака. Ну, то же просто так стало в последнее время. Раньше же так не было. Ну, сейчас уже, конечно. Как Трампа, Венса. И, ну, я бы лучше скорее просто как-то бы, блядь, что-то предпринял с этой должностью. Как-то бы ее формализировал по-другому, поточнее, чтобы не было так, как получилось. Ну, тут вопрос, опять-таки, уже не юридический, а политический. Ничего не поможет, да, пока политики не будет нормальной. И опять-таки, если представить там перевыборы, а лучше еще одни через 5 лет опять, ну опять, да, еще один электоральный цикл, то тогда уже, наверное, все забудут, как там звать следующего уже главу офиса президента. Будет, как при Порошенко, дохуя ли людей помнит, кто там был главой офиса. Трампа и Венса. И уже не возникает вопросов, почему этот мощный продюсер решает столько всего. Хотя в 19-м про него не было... Вот, ну видишь, да, Порошенко оценил, например, что замена Торы Гроссмана стоила... Что думаете? Ну, я сказал, что думаю. Из него получился бы отличный штурмовик. С такой рамой мог бы по ПКМу по каждой штуке держать как пистолет и ничок. Такие люди, а кто же управлять страной будет? Ты посмотри, какой хозяйственный мужик. Но ведь проблема при том, что таких выродков переизбирают. Да, я бы не переоценивал там демократичности процессов в таких вообще местах. К тому же тут я даже не знаю, как там это происходит, да. Ну, тут депутаты выбирают, что ли. А, не, это как раз депутаты вот этого. Они там так надрочили эту реформу, блядь, что там уже
черт, ну, блядь, сломит. Ну, понятно. Понятно, что там все равно всегда местный влиятельный бандит сидит. Тут нехуй куда ходить. Так везде, всегда. И в Киевской области так тоже. Да, бля, у нас в Киеве влиятельный бандит сидит. О чем речь? В горсовете. Просто там так, потому что депутаты громады, ну, то есть вот это, где он сидит, выбирают старост своим решением. Ну, короче, там демократичности стало меньше, несмотря на то, что децентрализация. Ну, и тут я даже не знаю, что лучше. Да, особенно на местном уровне. Ну да, на местном уровне везде царьки это. Сільської ради, щоб нарешті побачити цей загадковий Такое таємничий генплан курортного села. А де сільський голова, це він там сидить? Чи забув? Да тут дело не в народе, просто если он держит, то он держит это, как ты говоришь, в кулаке. Народ-то уже декорация. Поїхав, так? Ну, конечно, народ любит, а кто его будет критиковать, когда потом тебя в посадке найдут там того какого-то, хуй знает, где это даже там происходит, ну, здесь в Карпатах. Зараз найближчим часом не Скоріше за Все, ебать, нема его уже. все, годин 4 то 100%. Я не сомневался. Але я от не розумію взагалі, що відбувається, і, по-моєму, з того, що нам розказували місцеві мешканці, саме так все і відбувається. Ти задаєш запитання, люди терміново кудись виїжджають, люди десь зникають, ніхто нічого не пояснює, і, ну, а що це взагалі таке? Звісно ж, не запитати у А вспомнить кабана подзабытого уже, да, этого друга Гордона. Забыл, как звать, но вы поняли, Вова ебаших бля. Тоже яркий пример. самого Каськіва, а що взагалі відбувається у Пилипці, там Ну а в чем государство отличается от самой сильной банды на территории? Ну тем, что оно добилось провозглашения своей легитимности, очевидно. навколишній громаді ми не законності. могли, тож я йому телефонувала впродовж кількох тижнів на всі відомі мені номери, включаючи австрійські. Поворознюк. Усі ці дзвінки Каськів успішно ігнорував. Але раптом депутат явився, звідки не чекали. І тут до цього розслідування долучилась Пішов в моя атаку. колега Ярослава Вольвач. Ми приїхали на Закарпаття у зовсім іншій темі. Аж тут позачергово депутати обласної ради зібралися обговорювати єдине питання – перемогу, точніше, план перемоги Да ні, он у себя президента сидить. Володимира Зеленського. Каськів теж позачергово приїхав на засідання. Ну бо да, яка точно. перемога без представника ОПЗЖ? Тож ми вирішили нагадати депутату про мешканців Пилипця. Мені не цікаві ні ви, ні ваші питання. Ну зрозумійте це. Ну дивіться, ну якої ж треба мати виховання, Так. яке треба мати ставлення до людей взагалі. Як себе позиціонувати і розказувати, як ви журналісти. Ви Якщо вам депутат. кажуть прямо в очі, розумієте, вам прямо в очі кажуть, що ми не вважаємо, ну нема бажання спілкуватися, не вважаю вас засобом масової інформації. Розумієте чи ні? Ви це розумієте? Я це розумію Так, прекрасно. от я вас- Тому я несу відповідальність за те, що я роблю. Я вам кажу з повною відповідальністю, що ні бажання, не маю ніякого з вами спілкуватися, ні наміру. Розумієте? От і все. Тому що я не вважаю вас засобом масової інформації. Я запитую не від свого імені, я А мені запитую все від одно від кого імені запитуєте. тих людей, Ви яких ви запитуєте від імені представляєте. своїх замовників. Ні. Наверное, нахуй Особисто. пошлет. Я вас А я запитую, вам що кажу вас то, що я спільно з вважаю за Давидом потрібне. Арахамією. Ну, тоже обращаю внимание, что рожа крепкая, сальная такая, здоровый, тоже мужик. Что такое, блядь? Покажите мне хоть где-то такого зачухана, как я там, типа, вообще моль какую-то, которая где-то на такой должности сидела. Это просто невозможно. Это нахуй там отбор такой, еще хуй его знает. Ну, не бывает такого в натуре. Дивіться, а я кажу, що я вважаю за потрібне сказати, те я вам і кажу. Ви сказали. І іншого я обов'язку не маю. Питання Ярослави про Давида Арахамію зовсім не випадкове. Під час нашого відрядження на Закарпаття саме він у супроводі Каськіва приїхав у Пилипець на оглядини території. Що саме вони там разом робили, питання досі відкрите. Арахамія на мої дзвінки теж тривалий час не відповідав. Тож це запитання я йому виклала у приватному повідомленні. Добрий день, Давиде Георгійовичу, Інна Попович, громадське. Не, он не пасует, он честный До мужик. вас єдине запитання. Що ви 12 жовтня цього року у супроводі Владислава Каськіва робили у Пилипці на Закарпатті? Доброго дивився на інвестиційний проект гірськолижного курорту «Боржава». Був зі своїм колегою поряд в робочій поїздці по індустріальним паркам. І заїхали на півдня подивитися цей проект також. Вас не бентежить, що це
Так как раз должность это все продолжая про вице-президента и голосование за президента и главу ОП одновременно. И должна конкретно обозначить, кто второй после главного и будет подруливать, чтобы не возникало вопроса, ну, может, на самом деле, да, в условиях укрепления института президентского. Но я бы скорее, если бы спросили, предпочел бы ослабление института президентского, не оправдало доверия, не созрели мы еще. Это имеет смысл, где крепкие демократические институции, не наш случай. Почему, да, почему человек проголосовал за Зеленского, а его тут подрует некий продюсер. Также это уменьшило вождизм политического процесса, мол, я голосую за кандидата Ха не только потому, что он сверхпиздатый, а еще и потому, что его кандидат является мощнейшим переговорщиком. Также можно было конкретно обозначить, кто второй. Сейчас экстренным де юре преемником является Стефанчук, а его на такую должность народ не выбирал, если не дай бог, конечно, ну в смысле не выбирал. Выбирал, ну, правда, не на такую должность, но в парламент-то его народ выбрал. Если не дай бог, конечно, с Зеленским что случится, Стефанчук принесет присягу, и это нанесет серьезнейший удар по легитимности. Но я бы вот скорее предпочел, чтобы наша держава держалась того, что реально человеком вторым, да, по значимости все-таки будет спикер парламента. Я, короче, ну, то, что было, меня устраивает, да, и то, что оно сейчас приобрело неадекватные формы, все-таки виной тому война и заморозка процессов политических и демократических в стране. Если это устранить, да, и, ну, мы просто, понимаешь, мы рассуждаем в нормальном ключе о ненормальных политических процессах, о ненормальных политических обстоятельствах, искаженных неадекватными процессами, да, войной, ну, нестандартным, то, мне кажется, оно просто немного лишено смысла. Це проект депутата від ОПЗЖ з сумнівною репутацією. И хорошо, если предположить, что всегда так будет, всегда, что вряд ли мы так не сможем выжить, да, то тогда, да, неплохо. Но это, типа, они ж так не будут выборы никакие проводить, то и не будет такой даже мысли. Я не займаюсь репутаційним менеджментом, я займаюсь залученням інвестицій. Якщо ви мені порадите також гарний проект з інвесторами з кращою репутацією, я також обіцяю відвідати та допомогти у якості члена команди Україна Інвест. Ми могли б з вами поспілкуватись у формі інтерв'ю. Ну, правда. Вибачте, але зараз часу Про немає. Достоєвського. Мені здається, я вам відповів на більше, ніж одне питання. Про Гарного вам дня. Достоєвського і... Виходить, навіть під час війни І в Чехова. нашій країні можна все: пиляти бюджети, організовувати помсту з допомогою силових структур, за участі суддів і правоохоронців отримувати бажане, хоч і не своє. Це Ну, все може, можливо, продрочать їх навіть тех, якщо ну, ти вряд ли. депутат Таких, думаю, уже и пушкой не вышибешь. проросійської забороненої ОПЗЖ. Навіть якщо тебе судили за Бачимо, розкрадання люди в формі, державних все коштів. серйозно. Навіть якщо ти напряму погрожуєш звичайним людям. Але тут є умови. Треба мати прізвище Каськів і два козирі у вигляді друзів – Арахамії і Татарова. Трэш. Ну, дизморалит все это, конечно, по полной программе, блядь. Ну, казалось бы, да, что две дизморалящие сильно вещи, кроме размышлений трезвых. Когда показывают, как воруют на отстройке разрушенного, ну, то есть на таких тонких чувствительных темах. Ну и когда видишь такую несправедливость, которую, ну, казалось бы, мы все и про то, в принципе, знали и понимали. Ну а как может быть иначе? Везде воруют, а там не воруют, быть такого не может. Так и здесь мы, в принципе, все с вами были в селах, знаем хорошо, как там устроены. Да что там в селах? Это, ну, это в Киевской области все присутствует уже на уровне территориальных громад. Друзья, я пану Креско, як ну, старому глядачу, я надеюсь на его понимание, я сегодня не вывезу реально читать про ебучего Соскина. Давайте мы лучше следующий стрим начнем просто во время ожидания зрителей с прочтения Соскина, бо я не вывожу в натуре. Есть такое, но в этом и коллизия. Народ выбрал Стефанчука в депутаты. Да, но совсем невозможно его президента. Он даже главой списка не был. Разумков в стиле сериала «Карточный домик» выпиздили с фуршета, а второе лицо теперь не. Просто слушай, он же может, ну, ему же не обязательно нам все 100 лет сидеть, когда умрет президент. Ну и сейчас вероятность, что он умрет, выросла. А так-то в этом же тоже есть какой-то баланс, что фигуру так назначают, а не народ выбирает. Я просто не... Ну, ценю твою мысль, Дашал, вот что хочу сказать, но не переоцениваю, скажем так, влияние всего этого в условиях молодой украинской демократии, попавшей в неадекватные обстоятельства. Треба приймати римську політичну систему, двумвірат, а обрати двох консулів. Зеля Цезар, Єрмак, Помпей.
Гной Помпей, да? Ну, то есть, ладно, с ним невозможно договориться. Що думаєш про призначення кіта з питань України? Кіт цілий или кот? А як буде кот? Кіт. А як буде кіт з питань України? Да хуй знает, пока мисс ничего не думаю. Еще не успел прочесть в Википедии, пацаны. Прочту, перескажу в след раз. Потерпите. Ха-ха. Ну да.